Геральт из Ривии. Он был ведьмаком, убийцей чудовищ. Необычный контракт. Привет, привет, Акурама. Снять проклятие с дочери короля. Было достаточно провести ночь возле нее, от заката до рассвета. Если бы только она не была смертоносной тварью стрелей, предатель, наложивший проклятие, стал приманкой. Ну и в принципе всем привет. Канал Благородных Сэров вещает, Сэр Холмс у микрофона. И это начало Ведьмака. Рано или поздно это должно было случиться. Но больше откладывать было уже нельзя. Ред Фокс, привет. Великие события грядут, дамы и господа. Во-первых, это выход на полвека поэзии позже, 7 декабря. Хотя обещали 30 ноября еще. Я-то планировал этот стрим как... Флави, привет, привет, успел, да. На стрим обсуждения этого фильма. Типа, поделиться впечатлениями и все такое. Но в итоге это получится стрим такой... предвкушение, наоборот. Но я ничего не мог поделать, я ж пообещал уже, что будет там в понедельник или во вторник. Вот, держу слово. Ну и конечно же, 20-го у нас... Я думаю, что уж этот они перенесут, выходит сериал от Netflix. Ну и это у нас, конечно, вступительный ролик. Проигрывается каждый раз при запуске игры. Сценка, как Геральт расколдовывает дочку Фольтеста. Неплохо получается. Кстати, довольно хорошо воспроизведено, прям очень-очень похоже на книжное описание. Ты читал тот самый рассказик, это про свадьбу, что ли, Флай? Я, кстати, его не читал, я вот его не читал. Не стесняемся ставить лайки, дамы и господа. Сериал. Римский, наверное, про фильм даже не в курсе. Ну да, слишком смазливый, есть такое. Но, мне кажется, несмотря на смазливость, он вполне себе выдержан в стиле Геральта. Нормально. У меня большие претензии к чародейкам, к Трис Йеннифер. Особенно к Трис. Но это все можно перетерпеть. Привет, Даниэль. Герванта гонять, да. Начинается. А, понял, да. Дочка Фольтеста. Няшная дочка у Фольтеста, да? Кстати, потом она вообще никак не всплывала в всем цикле ни разу. Что с ней стало, непонятно. А Фольтест вроде бы оставался неженатым даже. Невозмутимый какой. Вступительный ролик довольно продолжительный. Я думаю, можно разработчиков на тот еще момент безызвестных похвалить. Потому что такую штуку сделать тоже ведь немалая работа, немалые ресурсы. Лол. Во второй части, во второй книге ты имеешь в виду?
Бу. Так я-то про книги, баул. Привет, Монотох. И вот ты мне уже спойлеришь. Я вот не знал, что мы будем дело иметь с дочкой Фольтеста. Ну, по идее, она должна быть нормальной там. И он же ее расколдовал, действительно. Хотя она, ну, должна оставаться слабоумной после того, что пробыла большую часть своей жизни вот в таком вот облике. Ну, интересно будет ее увидеть, потому что в книгах она реально не всплывает больше. После вот этого рассказа. Ну, я думаю, недаром же именно вот такой вот ролик сделали про нее. О, мой интернет, вернись. А тут она выглядит старше, вроде бы. Ей было то ли 13, то ли 14, когда Ведьмак ее расколдовал. Тут она выглядит лет на 16 минимум. Ведьмак преуспел, снял проклятие и увенчан славой. Мир изменился с приходом Великой войны, часа меча и топора, часа презрения. Геральт исчез, но он не забыт. Впрочем, это уже совсем другая история. Впрочем, это уже совсем другая история. Так, друзья, я вижу 10 зрителей, 11 зрителей, что не может меня не радовать, но всего 5 лайков. Давайте там перебарывайте свои интернеты, лайкайте. Может быть, даже подписывайтесь. И смотрите, как я буду страдать сейчас в этой игре уже. Ну, я, конечно же, тестово все запускал и настраивал. Я думаю, включу субтитры все-таки, потому что как-то без них непривычно. Посмотрим, как они будут себя вести. О, Ангел Гнева даже. Привет. Даже Ангел Гнева. От графа к нам заглядывает. Кто-то уже дизлайк влепил, спасибо тоже. Это тоже активность, это тоже полезно. Лайк, дизлайк, разницы для Ютуба нет. Для его алгоритмов. Привет, привет, Бладхантер. Второй дизлайк, кто-то старается. Спасибо. Ну, давайте начинать, наверное. Есть сюжеты, но они какие-то странные. Мы, конечно же, выберем компанию. Конечно же, мы выберем тяжелую сложность управления через клавомышь, чтобы сильнее страдать. Я, наверное, пожалею об этом, но... Ладно. Вот уже 5 лет Северные Королевства пытаются залечить раны, нанесенные Великой войной. То есть 5 лет прошло с событий книги последней, я так понял. И никто не считает их жертв. Уцелевшие воины разбитых армий эльфов и гномов скрылись в лесах и готовятся к своей последней смертной битве. Отвратительные чудовища хозяйничают в лесах, на дорогах, на полях былых сражений. В городах и селах люди задают себе один и тот же вопрос. Что стало с ведьмаками? Голубые горы к северу от Каэдвена. 1270 год. Со дня окончания Великой войны прошло 5 лет. Геральт пропадал 5 лет. Бладхантер принес яблочек. Геральт заспаунился удачно как раз рядом с Каэр Морхеном, с ведьмаками. И все-таки я считаю, что неоднозначно кончается цикл романов.
Для большинства весьма очевидна смерть Геральта, но только не для меня, конечно же. Еще когда я в первый раз ознакомливался со всем циклом, мне, конечно же, не хотелось верить, что все кончается смертью главного героя. Где я? Лежи, все в порядке. Не знаю, где ты был, но главное, что ты жив и среди друзей. Хотя выглядишь ты как покойник. И я цеплялся надеждой за то, что Геральт все-таки в сознании. Ничего не помню. Скоро поговорим. Мы уже почти в Каэр-Морхене. Морхене. Что он таки очнулся в конце, и он в сознании, ну именно в книге. Хотя очнулся он непонятно где, и может быть это вообще аналог рая местного. Но Йеннифер при этом с ним, и она ведь не погибала. То есть я это описываю как то, что Геральта с Йеннифер, ну и с Цири, конечно же, просто перенесли в какой-то параллельный мир. И вот Геральт из него, скажем, вернулся сейчас. Спустя 5 лет. Ох уж это озвучка и лицо Ревы. Ну, я считаю, это тоже придаст своей ламповости, атмосферности. Мы дома. Лео, зови Трис. А тут у них ведьмак-новичок еще есть. Лео. Я вечно путаю Ламберта с Эскелем. Но я думаю, игра этого мне исправит. Ваше время истекает, ведьмаки. Радуйтесь жизни, пока можно. О, какой злодей. Не так. Где защита? Сколько мне повторять? После пируэта всегда защита спины. Всегда. Всего 2 дня прошло, как тебя нашли. Это твоя заслуга. Спасибо, Трис. Ты что-то помнишь? Взгляни. Помню движение. Пируэт, защита, удар. Память же отшибла ему полностью, да? Не могу объяснить, но есть связь между нами. Ты была важна для меня. Геральт, о! О, птички, курлык. Ох уж эти анимации дерганые. Что, дверь-то не закрыли? Должен обдумать. Ты все вспомнишь? В Каэр-Морхене время не спешит. Ха! Вышло! Неплохо. Отдохни. Как Геральт? Он готов уже выйти на большак? Прочитал сначала выйти с больничного. Никак вы сношать не научитесь, говорит Баул. Или что ты там написал? Ну да, Ждем остальных. Он один! Профессор обещал 50 аренов за каждого выродка. Он мой. Весемир, у нас гости? Начинается веселье. Я закрою ворота. Геральт, хватай меч с тренажера. Какими голосами это все озвучено. В цитатах и великих весемиров. О, меч! Как его воткнули хорошо. Эй, а где? А, вот. Наведите курсор на меч. Тут управление очень непривычное. Я поэтому даже не пытался что-то поменять там под себя, переделать. Уж лучше к нему так привыкать, потому что... Это какая-то смесь управления из Neverwinter Nights и из чего-то еще.
Ну, я буду надеяться, что я сильно тупить не буду. Чтобы атаковать врага, щелкните по нему левой кнопкой. Ну, логично. Ой, как, а что так все быстро как-то происходит? Ну, тут причем нельзя закликивать врагов. Нужно дождаться, пока Геральт закончит. Другого противника. Вот эти вот размахивания мечами. О. В режиме третьем. Так. Поворачивайте камеру с помощью мыши. Ну, это понятно. Ух, что это трекдол. Смешно, он меч держит над Как головой. ты себя чувствуешь? Хорошо. Кто-нибудь знает, кто на нас напал? Обычные бандиты никогда не пошли бы в Каэр Морхен. Это мы и так знаем, Меригольд. Могла бы использовать свою расчудесную магию. Ламберт. Всему Меригольд свое говорит. время, Ламберт. Хватит. Нужно проверить все проходы. Идем в верхний двор. А лутать? Ребят. А тут их не залутаешь, да, особо? О, молодец. Привет, Юра. Ну да, надо только привыкнуть к управлению. Что происходит? Пробуют пробить ворота. Без тарана они могут... Они могут, без тарана. А это что? Химера. Трудная тварь. Таким безотносительным голосом. Саволла, знаю его. Безумно тщеславный, аморальный маг. В книгах его не было. Ты чё в книге-то не рассказала, что ты его знаешь? А, ну хотя 5 лет прошло же, да. Тут могли новые Они персонажи подходят. возникнуть. Готовьтесь. Ну, ща я их. Их больше. Они уже на верхнем дворе. Тот тип в очках. Профессор. Наемный убийца. Я чувствую магию. Среди них есть чародей. 300 кадет Профессор, ты экстравагантно. знаешь путь, веди. Вы, кстати, молодцы, что вы озвучены. Не приходится дублировать мне. Профессор разыскивается в Редании, Тимерии, Каэдвене. Настоящий Тимерия. ублюдок. Я не слышала о таком чародее. Меригольд, мне куда интереснее, сможешь ли ты обезвредить Саволу. Остальное работа ведьмаков. Я попробую. Они приближаются. Химера — одно из опаснейших чудовищ, с которыми мне доводилось иметь дело. Но она очень чувствительна к громким звукам. Колокола на верхнем дворе. Именно. Эскель, Ламберт, остановите Химеру и бандитов. Лео, отойди в тыл. Геральт, ты откроешь ворота в верхний двор. Когда мы окажемся там... Трис, сможешь остановить Саволу и его зеленого любимца? А мы тогда разберемся с профессором и неизвестным магом. Я что-нибудь придумаю. Давайте. Пустим им кровь до того, как отступим. Геральт, иди вдоль стены и прорывайся в башню. Там есть проход в верхний двор. Один. Они просто бандиты. Пускай один из них известен, но он тоже всего лишь человек. Ты должен открыть ворота. Мы будем ждать у ворот. Удачи, волк! Маркер на миникарте, да-да-да. Он сам побежал. Серия атак. Оранжевый след. А, ну есть, да. Красиво. Я на самом деле играл как-то раз уже. 2,5 года назад где-то. Чуть-чуть приноровился, сейчас вспоминаю.
Ну, играл совсем чуть-чуть. Спасибо, что любезно подождал, пока я его добиваю. Слишком рано, черт. Ты перешел мне дорогу и умрешь. Какой живучий ты оказался. Меня смущает, что врагов нельзя лутать. Ну, по крайней мере, этих. Как же не лутать-то? Как слишком рано-то? Чувствуется, что играл. Он не попадал по спине. Так, сюда пока я не могу, да? Да, тут они ворота закрыли. Сюда лучше не пытаться спрыгнуть, я думаю. Спрыгнуть-то и не дадут. Ну ладно. Ты пожалеешь о том дне, когда родился. Странно. Слишком рано, при этом я жамкаю, когда появляются оранжевые эти линии. Вроде как бы нормально должно все быть. Вот. Они так любезно ждут, пока я добиваю их товарищей. Ты перешел мне дорогу и умрешь. Бочки. Бочки нельзя разбивать. Ну, играл я всего пару часиков. Я хотел сделать Ведьмака как летсплеи еще 2,5 года назад. Я даже записал и смонтировал одну серию. Но что-то меня остановило тогда. И в итоге прохождение начинается только сейчас. Интересно, да? Быстрый стиль во время сражений с ловкими противниками. Угу. Сдохни, ублюдок! Хорошо полетел. А, обратно я переключиться не могу почему-то. А, Z, X, Z. Так, ну это вроде обычный силовой стиль боя, а это Z. Пропустил удар. Ты пожалеешь о том дне, когда родился. Не, ну рэгдолл, конечно, замечательно. О, спектральный лис, привет. Рад вас всех видеть, господа и, возможно, дамы. Включить или выключить режим активной паузы. Тут есть пауза. О, отлично. Я уже люблю эту игру. О, пауза. Можно поизучать врагов. Ну, кстати, даже здесь видно их. Это лучники, что ли, там? Сейчас ты у меня завяжешь. Да, в меня стреляют. Эй! Нечестно. Как будто он не видел эту пропасть. Бежит такой. Да уж, ребята, техобслуживание проводить надо своевременно своих замков. Здесь не пройти! За мной, назад к Саволе! Это же, по сути, сказочное везение только что сейчас случилось.
бок он ходит очень медленно. Ну, вот с одной стороны кажется смешно вот он то, что так меч держит над головой, но фактически в книгах стиль боя его описывается как-то вот примерно так, действительно, что он вечно мельницы крутил над головой, там враги боялись. Отлично. О, это я увернулся. Чук. Ты попал. Смотри-ка. Убью, как собаку! Уклонение, да. Кстати, тут можно настраивать амулет как-то, чтобы он... ну пока... вот, могу, да, что-то делать. Даже можно карту посмотреть. Лебедка. Да, пока нельзя переключать амулет в другие режимы, очевидно, ладно. О, можно полутать. Еда, черника, что-нибудь здоровья. Отлично. Ну-ка, подождите, может и тут можно полутать, не? Нет, тут, видимо, нельзя. Так, у нас уже темнеет. Хлеб. О, наш оружие зачехлил. Все, уже враги кончились. Ты пожалеешь о том дне, когда родился. Вот сейчас, наверное, мне нужно будет съесть чернику. Тут я еще не приноровился таки. Ух, ничего себе. Я не понял, как я это сделал. Должен открыть ворота. Альт, подсветка лута. Артем, привет, спасибо. Сейчас попробуем. Левой кнопкой мыши по лебедке, чтобы открыть. Альт, чтобы подсветить все годные для использования объекты поблизости. Да, кстати, действительно. Лебедка и бандиты. Так это ж замечательно. Весело им тут. О, сношака пришла. Ах, Трис, зачем ты ломаешь наш замок и так сломанный? Черт. Геральт, ты нас очень напугал. То, что ты выжил, это просто чудо. Вы могли бы рассказать о лестнице? Ламберт и Эскель должны были ее вчера исправить. Мы не каменщики. Все в порядке. Профессор и другой маг, наверное, прячутся в подземелье. Посмотрите правде в глаза, ведьмаки. Они хотят вас ограбить. Трис, дитя мое, у нас нет ничего ценного. Только сталь и шкуры снежных лис. Я про лабораторию. Вы сами это знаете. Кому-то понадобились ваши мутагены. Не делай поспешных выводов. Вечно всем нужны наши мутагены. Права. Надо
Надо узнать, что им нужно. Не все сразу. Нельзя поворачиваться спиной к сильному магу с химерой на поводке. Нельзя пускать их в лабораторию. Ты права, как всегда, малышка. Геральт, ты уже имел дело с магами. Выясни, что ему нужно. Лео тебя отведет. Просто разведка или... Никто особо не будет жалеть, если слетит пара голов. Ты справишься, Волк. Только помни, что с тобой Лео. Я справлюсь! Узнаем, что происходит внутри, и тут же вернемся. Не волнуйтесь. Возьми эти зелья. Гром выпей сейчас, ласточку прибереги, на случай, если понадобится вылечиться. Могу рассказать, как они работают. Надо убедиться, что больше никто не проник внутрь. Трис, малышка, останься с нами. Вдруг Саволе что-нибудь еще взбредет в голову. Таксист, приветствую вас. И... Ай. Правой кнопкой, чтобы пить. Гром. Наносимое повреждение. Но лишает возможности отразить или уклониться от удара. Ну тут полуавтоматически вроде как работают эти уклонения, как я понял. А почему у меня ржавый меч выдали? Что за дела? Так, где тут меню быстрых... А, вот быстрая ячейка. Вроде бы на единичку, да? Только один влазит, что ли? В чем сложность? Я сам понятия не имею. Я играл всего и в эту игру... Ну, чистого геймплея часа 2, наверное. В общей сложности. Так, ну и гром я выпью перед тем, как туда лезть прямо. Мы должны проверить, что творится снаружи. Сейчас, наверное, время выпить ее. О, анимации есть. Активные воздействия. Кольцо, окружающий медальон. Понятно. О, Анастасия, привет. Ведьмак, да. Я слышал все баллады Лютика о тебе. Ламберт всегда говорит, что я никогда не буду таким же быстрым, как настоящий ведьмак. Но сегодня, когда мы тренировались, у меня получилось его ударить. Ты ударил Ламберта? Мы фехтовали, когда началась эта страшная буря. Ламберт отвлекся, я сделал пируэт и ударил его в живот. Конечно же, он не упал и потом побил меня. О, нет. Когда-нибудь ты станешь хорошим фехтовальщиком. Я знаю. Каждый раз, когда Ламберт наносит мне удар, он говорит, что у меня есть потенциал, а потом смеется. Лео. А, дважды нажимать. Так, ну гром пока действует. Пока он действует, надо... О том дне, когда родился. А, действительно, да, уклонение работает. Ну-ка, если... Ага, вперед классное уклонение. Кувыркается через врага прямо. Где тут еще враги? Гром еще действует. На видосах вроде бы ведьмак не хилялся сам. Главное, что есть анимация. Испитие эликсиров, кстати, токсичность он повысилась. Групповой стиль боя. Эффективен против группы слабых противников. молодцы. А чё ты зачехлил-то меч? Думаешь, это все? Всем крышка!
Ну да, он рубит во все стороны, прикольно. О, останки. Орины, отлично. Хоть какие-то деньги появились у меня. Ривский херес. Слабоалкогольное пиво из черешин, которое варят в Риве. Аж вкусно стало. Цыпленок? Бочка? Лео, подожди. Кремень. Разжечь огонь. Эй, в смысле? Знаками пока не могу пользоваться, иначе бы вышиб эту дверь. Там цыпленок, я видел через альт. Я учуял его своим ведьмачьим обонянием. Эти ступеньки ведут в лабораторию. Поехали. Вечно кто-то хочет наши мутагены заполучить. Магической энергии хватит, чтобы остановить ведьмаков. Еще недавно ты жаловался, что Саволла их всех убьет. Неужели вид одного ведьмака, Белого Волка, испугал тебя? Подозреваемая личность, на Табене его считали покойником, известный убийца. Лео, назад. Ну давай же, профессор Рок. Время на вес золота. Сейчас, когда я владею силой круга стихий, больше они нам не угрожают. За работу! Я хочу, чтобы мутагены были готовы к телепортации через 15 минут. Наши ведьмаки нас не побеспокоят. Моноток, спокойной ночи. Мы отрезаны. Надо что-то сделать. Магический барьер выглядит прочным. Нам нужна Трис. Они нас грабят прямо на глазах. Мы должны что-то сделать. Геральт, ты же можешь освободить проход знаком. Знаком? Знаком, Арт! Я сам не могу. Поломал пальцы на мучильне, не сгибаются. Бедняга. Сделай знак Арт на эту кучу обломков. Я не помню знаков. Идем к кругу стихий, огромному источнику силы. В этом месте ведьмаки изучают знаки. Надо попробовать. Идем. Предатель, привет еще раз. И Сара, привет, привет. Темновато. Левой кнопкой мыши по кругу стихии выучите заклинания. Ищите другие круги. Ага. Получилось? Разобьем эту кучу щебня. Я знал, что это сработает. Выучил знак. Возвращаемся наверх, а то Ламберт сам убьет Химеру. А, в смысле наверх? Знак карт, телекинетическая сила. Угу. Правой кнопкой мыши по цели, чтобы использовать активный знак. Да, их надо выбирать. Правой кнопкой, значит, активировать знаки. Мы хотим просто пройти назад, чтобы... О, нормально. Чтобы позвать Трис на помощь. О чем вы узнали? Когда мы зашли в лабораторию, там уже были бандиты. Они что-то искали. Маг использовал силу круга стихий для создания магического барьера. Чума, сифилис и проказа. Хм? Вы просто как дети. Почему вы не сказали мне о круге? Трис, дитя мое, мы ведь думали, что это не так уж важно. Если этот маг настроился на круг, он сможет, например, создать устойчивый портал и перенестись со всем вашим оборудованием в любую точку континента. Да, мы ошиблись, извини. Но ты же сама говорила, что это не опасный маг. Не опасный Я маг. же сказала, что не знаю его. Первым делом надо защитить лабораторию. Не паникуй, Меригольд. Мы знаем, ты бы хотела увидеть наши ведьмачьи тайны. Весемир, если этот идиот не заткнется, я за себя не ручаюсь. Хватит! Ламберт, перестань обращаться к Трис по фамилии. Относись к ней с уважением. Трис, Лет за 10 Ламберт не изменился. Если мы пойдем в лабораторию, то окажемся между двух огней. Нам разделиться? Геральт прав.
Мы должны убить Химеру и защитить лабораторию. Нам надо разделиться. Давай еще Кто медленнее. куда идет? Я спускаюсь. Ведь только я могу разрушить барьер. Весемир? Я останусь здесь и разберусь с Химерой и Саволлой. А ты, Геральт? Нам обоим может понадобиться твоя помощь. Перепрошивка Ведьмака произошла. Вот здесь важный выбор уже. Игра с самого начала нам говорит, что она такая, типа, нелинейная, и наши выборы будут влиять. И вот я уже перед этим выбором тогда вставал. Я пошел помогать ведьмакам. Там надо будет драться с Химерой. Но сейчас я предпочту выбрать помочь Трис, потому что она хоть и крутая волшебница, но все-таки дама. Даме надо помогать, а тут вас куча ведьмаков. Вы, по идее, должны справиться с монстром. Вы же к этому призваны. И, во-вторых, мне интересно, что там будет происходить в лаборатории, поэтому пойдем с Трис. Лаборатория — это важнее. Я пойду с Трис. Я тоже. Эскель и Ламберт остаются со мной. Саволла читает Я тоже заклинания. пойду с Трис. Что-то сейчас произойдет. Земля Такой. дрожит. Чувствуете? Сейчас прорвутся. Берегись! Опа. Снашака пришла. Защитим лабораторию. Я надеюсь, никто не погибнет. Лео, шел бы помогать остальным. Я бы с Трис справился тут. Нас ждет тяжелая битва. Возьми этот эликсир. Ведьмаки называют его филин. Он ускоряет восстановление энергии. Это полезно, когда дерешься с магами. Идем. Восстановление энергии, это хорошо. Давай-ка я его поставлю на быстрый слот, наверное. А нет, пусть ласточка останется. А мне бы надо, наверное... Ничего себе, он достал мешок и откусил от него кусок. И ты выбирал пойти с Трис Флэй? То есть ты проходил Ведьмака полностью? О, хлеб нормальный. Подожди, я еще не наелся. Так, а что у меня тут за активные эффекты? Как посмотреть? О, даже дневник. Тут все же прям пишут про вот... Ох, интересно это все почитать бы, конечно. Так, приготовить, смешать ингредиенты. А, ну тут рецепт. Длительность большая. Кстати, да, до сих пор действует гром. Высокая токсичность. Боевой транс. Ласточка у нас восполняет ХП. Токсичность средняя, да, при этом все еще токсичное, все. Всемощное бдение. Филин. Может, прямо сейчас его выпить? Не, попозже, чуть попозже. А, вот как даже. Даже не раз прошел Ведьмака. А, с его метаболизмом он должен нефть переваривать. Но, видимо, они сильно уж токсичные. С обычного человека они бы убили. Да, давай это еще покушать, конечно. Кстати, по-моему, токсичности чуть меньше стало. Так, бандит, бандит, бандит. Вот они тоже сразу говорят, что они бандиты. Так, а мы же тут были уже. Это они странно стоят так квадратом. Это неспроста. А, Трис такая сразу в кучу бандитов побежала. Дальше нет пути, Белый. Я не позволю вам нарушить планы моего хозяина. Я сейчас позову сильного демона, Сильного который демона. вас выпотрошит. Блеф. Он вымотался после телепортации. Ему силы хватит только на магические фонарики. Иди, мы им займемся и присоединимся к тебе еще до того, как ты разрушишь барьер. Жестикулирует. Ты недооцениваешь врага. Энергия моих людей меня усилит.
Смотри, что делает. Он, да, подпитывается, видимо, силами от этих упырей. Тогда мне нужно выпить эликсир. Никто не встанет на пути Саламандры! Никто! Кстати, отъезжают быстро. Ой, что так быстро, что ли? Все? О, с него что-то там выпало. Геральт, ты был прав. Они идут в лабораторию. Откуда ты знаешь? Что ты здесь делаешь? Что там с этим монстром наверху? Я хотел помочь, но не мог пробиться через этот странный круг. Савола кормит червей. Вот что важно. Нам надо добраться до лаборатории. Идем. Да ладно, Геральт, он же сразу сказал, что... О, внутреннее сало. Сало внутри, да? Смазки меча. Сапфир. Можно... Написано, можно продать или кому-нибудь подарить. Интересно. Застанил ее. Ну, похоже, да, как-то нечаянно причем. Так, надо ласточку... А, ну ласточку у меня и так на быстром слоте. А пиво тоже восстанавливает хп? Ну-ка, кухню открыли, может, уже, а? Да чё все заперто-то до сих пор? Трис? Ты чё тут легла? Они грабят лабораторию. Тот маг. Недооценила его. Быстрее! Ладно, ты пока тут лежи, никуда не уходи тогда. Да, да, про добивание я знаю. Ну как-то легче, чем даже с обычным бандитом я с ним справился. А чё оно все? А, ну понятно. Что это маг выглядит прям по-зверски как-то. Ай, мы, конечно же, ничего не успеем, теперь у нас да? есть все. Геральту, наверное, не очень комфортно это все. Он же Профессор, займись ведьмаками. едва помнит свои собственные навыки. Ведение боя, там, использование знаков. Память-то отшибла. А тут такие сразу бандиты у него. Эй, ты... Молвит, ведьмак собьет стрелу на лету. Ну, не с такого же близкого расстояния. Проверим. Лео, стой! Нет, Лео! Байка, как и думал. А, черт. Что случилось? Что с ним? Пробито легкое, он умирает. Где экстракт Рефорда Белого? Держись, Лео! Он был здесь! Не найти. Весемир! Лео умер. Да, экстракт, кажись, они с собой утащили. это Да, случилось? да, именно так. Он напал на профессора. Я не успел. Это не только твоя вина, Геральт. Мы все виноваты. Трис сражалась за нас и чуть не погибла. Плохие времена для ведьмаков. И что-то мне подсказывает, что будет только хуже. Наверху безопасно? Относительно. Там есть пара заплутавших бандитов, но с ними Заплутали, можно разобраться бедняги. позже. Ты устал.
Я хочу, чтобы ты отдохнул. Я присмотрю за О, тобой. батю включил резко. Медитация. Длительность медитации. Пока. Смешная иконка такая. Геральт такая. Да. Запись уникия персонажа Трисмергольд, Лео, таинственный маг, Весемон. Давайте почитаем про всех. Ну да, до полудня промедитируем. О, ХП восстановились все за пару часов. А гром все еще действует, что ли? О, еще 4 часа. 40 минут. Ой, ну я не знаю, даже надо идти воевать тогда с кем-нибудь. Так, ладно, по квестам. Защита Каэр Морхена. Лео погиб от рук профессора, главаря бандитов. Мне надо отдохнуть, потом осмотреть замок и убедиться в том, что все остальные ведьмаки в порядке. Если не остается, смерть Лео. Тут нам подсказывают, что есть 5 глав и эпилог. Есть второстепенные задания. Давайте почитаем про персонажей. Весемир. Самый старший опытный ведьмак. Возможно, он даже старше, чем сам Каэр Морхен. Да, дядя Весемир уже старый. Зиму он проводит в крепости, весной снова выходит на дорогу, так же, как и все остальные. Несмотря на возраст, Весемир очень крепкий и энергичный. Многие молодые могут позавидовать его здоровью. Отличный боец, и это он учил меня работать мечом. Он вырастил многих ведьмаков, и меня в том числе. Его ученики относятся к нему как к приемному отцу. Лео был, возможно, последним учеником старого ведьмака. Смерть юноши потрясла его. Ну, раз уж мы про Лео заговорили, про него и прочтем. Лео. Младший из всех жителей Каэр Морхена. Он еще не совсем ведьмак, потому что, закончив обучение, он еще не прошел мутаций. Лео парнишка горячий, кажется, хороший. И казалось, что Лео очарован мной. Я стал его кумиром после того, как он наслушался баллад о Белом Волке. Лео погиб от руки профессора, одного из руководителей атаки на Каэр Морхен. Мальчик был слишком нетерпелив и неопытен. Я не смог ему помочь, хотя и был совсем рядом. Да, трагично. И да, получается, они тут нашли себе ученика одного, таки Лео как раз таки, пока Геральта не было за эти 5 лет. Ламберт. Юный ведьмак, но уже не столь юный на самом деле, с которым я познакомился в Каэр Морхене. За словом в карман не лезет. Особенно резок он с Трис Меригольд, который всегда обращается по фамилии. Ну да, это у него традиция. Эскель. Спокойный и здравомыслящий ведьмак из Каэр Морхена. Его лицо уродует безобразный шрам. Ну, кстати, да, если бы он уже прошел мутации, может быть, и выжил. Трис. В другом наряде. Вместе со мной и другими ведьмаками Трис сражалась при защите Каэр Морхена. Она противостояла таинственному магу, одному из предводителей нападающих. Она была ранена и потеряла сознание. Ирония судьбы. У Трис аллергия на магию. Так что ее можно лечить только естественными эликсирами и отварами. Ну да, что-то было такое, да. Профессор. Одним из предводителей нападения на Каэр Морхен был человек, которого назвали профессор, хитрый и опытный убийца. Другим предводителем был маг. Кстати, в книге тоже был какой-то вот подобный бандит. Глава шайки бандитов, которых наняли, чтобы выследить и убить Цири. Но вся эта шайка случайно напоролась на Геральта, он их всех выпилил. Я вот думаю, это новый профессор, это тот же самый? Ну, узнаем. Вы там не подсказываете мне. Не спойлерите. Таинственный маг. Маг напал на Каэр Морхен, чтобы выкрасть секреты ведьмаков из их крепости. Один из предводителей нападения на Каэр Морхен был чародеем, причем настолько могучим, что даже Трис Меригольд не смогла противостоять ему. Ну, получается, 2 чародея на нас напали, хотя бы одного мы смогли выпилить. Организация, которую он возглавляет, использует знак Саламандры. Саламандра, понятно. А ведь вроде у одной из дивизий нильфгардцев тоже Саламандра была на плащах, такая белая. Вроде бы даже это
Импера, которая личная гвардия императора. С Саламандрой тоже. Ну ладно, это все потом. Волшебники. Благодаря своему удару волшебники живут долго, но возраст не отражается на их внешности. Ну да. Йеннифер вроде бы на момент происходящего в книгах было за 90. Ну или под 90. То есть сейчас ей может быть уже за 100 даже. Так, ну... Испытание травами, после которого выживают очень немногие. Это да. Каэр Морхен. О, кстати, это интересно. Неприступная горная крепость, в которой на протяжении многих веков располагалась гильдия ведьмаков. Название крепости пришло из языка эльфов. Но я не буду пытаться по-эльфийски говорить. Это переводится как «крепость Старого моря». Времена величия и славы крепости давно миновали. Зубчатые стены полуразрушены, рвы засохли, заросли. И по просторным залам гуляет холодный ветер. В настоящее время здесь живет всего несколько ведьмаков, но когда-то на печально известной мучильне в Каэр Морхене проходили подготовку много юношей. Так, ладно, пока хватит. Темерия, внезапно. И не хватает всего-то мага, который бы знал, как всем этим пользоваться. А, ну да, типа, у нас есть лаборатория, но мы ничего не умеем. Не знаем, как это все работает. О, отлично. Ну, хорошо, что они все сюда влезают. Когда-то они меня уложили на этот стол. Сюда? А это еще что у вас? Зачем у вас скелет ребенка здесь? Почему вы не прибираетесь за собой? Да, страшненько, страшненько. Тут подготовка ведьмаков-то происходит. Мох и травы. У меня от одного запаха голова кругом идет. Эскель заходил. Трис без сознания, но состояние стабильное. И то хорошо. Я решил, Волк. Мы уходим из Каэр Морхен. Нас тут больше ничто не держит. Хорошо. Когда отправляемся в путь? Сначала мы должны подобающим образом попрощаться с Лео, но только после того, как придет в себя Трис. После битвы с магом она без сознания. Без сомнения, она захочет поговорить с тобой. А потом в путь. Бандиты. Да, надо окончательно решить этот вопрос. И надо также приготовить эликсир, который поможет Трис восстановить силы. Придется немало побегать, чтобы найти компоненты. Тут ничего подходящего не осталось. Я этим займусь. Как мне сделать этот эликсир? Ламберт даст тебе формулу и скажет, где искать компоненты. Он около камина с нашей храброй чародейкой. Ламберт? Он ведь ее ненавидит. Думаю, он чувствует себя виноватым. Первое, что услышит Трис, когда придет в себя: наконец-то ты проснулась, Мэри Гольд. Ламберт, кстати, это будет ведь главным Ламберт. героем За работу. на полвека Позже поэзии я научу позже. тебя добывать ингредиенты из монстров. Я буду в главном зале. Хорошо. И угадайте, с кем он будет в компании путешествовать. Лучик, привет! Лучик света, он же лучник света. Открыть дневник, это я знаю. Ну, Алкла, это я все знаю. Это все давайте пометим, чтобы никаких восклицательных значков не было, якобы я это не прочитал. Я знаю это все. Ну, я неспешно прохожу, Флавий, ты же знаешь. Наверное, я далеко не продвинусь. Приятная музычка такая. Они за это заплатят. Заплатят. Мне, конечно же, первым делом интересно, что случилось с Ири и с Йеннифер. Но Ведьмак их не помнит даже, по идее, наверное, сейчас.
А тут, может, что-нибудь есть? Загляну сюда еще. Да, надо будет не забывать пользоваться знаком. Врагов отбрасывать. А, о, сундук есть здесь. Точильный камень для стального меча. О, нормально. Ха, даже так можно. Если так поносить его. Не канон, да? Он за спиной должен носить ведьмак меч. Какой тут мрак, вообще ничего не видно. Круг шепчущих камней. Какой-то эффект получил. Мощный знак карт повышается на 50%. Вон, тоже не зря сходил, получается. Пролог-то, наверное, успею, да. Тут что-нибудь есть? Ага, Ламберт там. А если сюда сбегать? Да, совсем мы не следим за нашим замком. Ну ладно, в принципе. Весемир сказал, что мы уходим отсюда. Наверное, просто он не хочет это все чинить. Проще уйти. Ice Bucket Challenge. Привет, привет. Приветствую вас. Можете оставить доспех в гардеробе, скакуна в конюшне, алебарду в оружейной и присоединяться к просмотру. Рады новым лицам. Что-то случилось? У меня нет времени. Я пытаюсь сделать эликсир для Трис. Пузырек с белой чайкой можно найти в оружейной на 2-м этаже. В спальне на 2-м этаже в сундуке возьми кальций Эккум. По виду он похож на белые камушки. Могут быть еще недобитки. Найди отставших и убей их. Нам тут пленные без надобности. За этой дверью есть лестница. Я бы пошел, но Меригольд лежит у огня без сознания. Так, на 2-м этаже в оружейной, на 2-м этаже в спальне. Какой спирт? Где мне найти спирт? Белая чайка лежит в сундуке Белая в оружейной чайка — это на 2-м спирт, этаже. ладно. Это помещение, в котором полно оружия и манекенов. Ты его узнаешь. Ну ладно. Где мне А найти про кальций? спальню? Как выглядит спальня тут В вообще? сундуке в спальне. Я думал, ты мне расскажешь, как она выглядит. А, прохождение Моровинд на 7-й серии. Это приятно, это приятно. Оно, в общем-то, из всех прохождений более-менее качественное. Самое. Ну и да, Ведьмак. Всякие такие ламповые игры, получается. Это да. Рад вашему вниманию. Мне нужно кое-что тебе сказать. Что произошло? Лео. Бандиты убили его. Он не был готов к такому. Какая потеря. Мы выследим их и отомстим за Лео. Бывай. Бывай. В режиме медитации можно готовить. Дверцу мне открыл. Я хочу, конечно, тут еще побегать. На Трис поглядеть. Ладно, хоть на шкуры положили. Ладно, Трис не в форме для разговоров. Великий суп варится тут. Заодно. Ладно, дальше не пойду уж. Вот, цыпленок, наконец-то я добрался до тебя. А, ты же сырой.
Ага, понял. Я из него залутал готовые, но... Да какой ужас-то вообще, тут бардак такой. Ах, ведьмаки, ведьмаки. Да не за что, Айсбакет. Это вам спасибо за внимание, проявляемое к моим прохождениям. О, рыбка даже. Выпотрошенная рыбка. И просто рыбка. Баул вернулся. Хорошо. Бандиты, что ли? Ты смеешь бросать вызов? Да, я смею бросать вызов. Ты перешел мне дорогу. О нет, слишком рано. А тут все затоплено, ничего себе. Ну, глупо, конечно, было это проверять. Большой плюс, что тексты английские. Ну, с какой-то стороны, да. Сейчас ты у меня завяжешь. Как у него ножка подвернулась. Бросать вызов саламандрам? Полутаться, пока он идет. Уже слишком близко. Ты перешел мне дорогу, умрет. Ты умрешь. Тихо, тихо, Геральт. Первое нравится больше? Это хорошо. Мне, честно говоря, первое довольно непривычное вообще. Вообще такой непривычный, да, игрой, кажется. А так, спасибо, что заходили. Удачи там, приятного вечера, спокойной ночи или что там у вас. И до встречи. Ну, в принципе, да, атмосфера тут есть, это точно. Вот эти вот все коридоры, как это даже, залы, наверное, целые. Лестница в комнату Трис. Так, подожди, что-то я... Я пришел вот отсюда, да? Нет, не отсюда. Вот отсюда. Можно открыть. Ага. Ну да, действительно, я еще, похоже, налутаюсь. А эти что, не стакаются, что ли? А, это разные штуки. Вот, ну графика тут своеобразная, конечно. Ностальгическое воспоминание о том, как я пришел на этот канал. Я про Айсбакета. Только не Morrowind, а Daggerfall. Понял. Айсбакет начал с Morrowind, да, у нас? А Курама с Daggerfall. Да, параллели, параллели, параллели. Вот, что это у нас? Неизвестный эликсир. Это банка с чем-то. Принимать с осторожностью. А лучше не принимать вообще. О, остается. Это прямо как в Neverwinter.
Опа. Remains, останки. О, птички. Но при этом в нашем варианте перевода оно переводилось не как останки, а как остается. Остается. Думаю, можно съесть что-нибудь. Ом-ном-ном. И Боул с Даггерфола пришел. Так, это устанавливает энергию. Довольно много тут всего, кстати. Бутылка с водой. О, я, кстати, видел снизу это. О, какая келья тут. По-моему, вот где-то примерно в таком же месте начинается пролог третьего Ведьмака. Кстати, я даже начал смотреть прохождение третьего Ведьмака еще до того, как сами мы начали активно что-то записывать, там, стримить. В 15-м далеком году, уже далеком. Вот, но летсплейщик сказал где-то там серии на 6-й или, может, даже 10-й. Если вы не играли или не смотрели в первый, там, второй Ведьмак, то зачем вы смотрите третий? Я перестал смотреть. И, в общем-то, не жалею, что сам в итоге с этим всем ознакомлюсь. Тусенская красная, о, классно. Саундтреки к первому Ведьмаку, ну вот сейчас слушаю, а так-то до этого нет. Игру по Ведьмаку еще в 97-м году могли сделать. И что бы сейчас сказали про графику? Впрочем, кто же ждет сверхреализма от игры десятилетней давности? Ну, кстати, это же 2007-го игра, да? Ведьмак-то вроде бы. Так, ну тут все, кажется. Библиотека. Получи! Убил всех бандитов. Не, пусть пока будут подсказки. Потому что еще не всегда понимаю, когда у меня получается, когда нет. По мне неплохо выглядит. Вон как пол блестит. Ну, если оценивать графику по степени блестения пола, то да, неплохо. Да не, в принципе, да. Все красивенько очень даже. Но персонажи все-таки страшные. Страшненькие, по-моему. Вот ничего. А вот это, кстати, вот красиво. Тут такой свет пробивается, золотистый. Через эти щели. А это мне атмосфера уже «Властелин колец» напоминает почему-то. Крыски. Можно их шугать. Как прикольно. Прозрачными становятся стены частично. Это тоже что-то от Невервинтера, по-моему. Решетка выглядит совершенно монолитной. Не сдвигающейся никак. Зал для приемов.
Тут большой сундук есть. Тимерский. О, кальций. То, что нужно. Гусиный жир. Химера. Книга, описывающая химер. Сборник информации о необычайно редких чудовищах, химерах. Добавилось у нас в бестиарий что-то. Запись про химеру. Глаз химеры, коготь химеры. Тут даже про каждый ингредиент можно чуть-чуть почитать что-то. Химическая субстанция. Основная, гидроген. Лошадиный кальций. Так, ну-ка, ну-ка, монстры. Химера. Среда обитания. Очень редко. Появляются на свет в результате магических экспериментов. Вот как. Маг должен знать основы процессов мутации, обладает достаточно большой силой. Иммунитет практически ко всем эффектам. Восприимчивый к стали и серебру. Очень чувствительный к громким звукам. Ну да, если бы мы выбрали остаться с ведьмаками, сражаться с химерой, надо было бегать и стукать в колоколы, чтобы ее оглушить. Потом тюкать, пока она оглушенная. Так, сбить противника с ног. Первым магом, создавшим химеру, был печально известный чародей-ренегат Дагобет Сулла. В свое время он был приемным учеником зериканских алхимиков. А зерикане — это у нас аналог Северной Африки. Что-то североафриканских стран. Арканум? Ну, вообще нет. Может быть, Вол. Ну, Арканум, я знаю, классная игра. Там вот именно такое диалоговое, все диалоговое прямо. То есть можно зайти в таверну в какую-то. А хотя, подожди, нет, это я путаю с чем-то, с другим. Или нет? Ну ладно, там тоже много диалогов, наверное, да, в Аркануме-то? Это же от создателей первого-второго Fallout, да, RPG такая стимпанковая, Арканум. Ну да, я с чем-то перепутал его с другим, ну, неважно. А на какое метро-то ты? На первое метро, да, попал впервые? Так, ладно, дочитаю я про химеру. Впоследствии следил этот, значит, чародей за проведением испытания отравами в Каэр-Морхене. Увидев, сколь страшна химера, Сулла воскликнул: «Что я сотворил?» После чего уничтожил своего монстра. Однако записи уничтожены не были. Ну вот так вот химеры появились, значит. Рандор хотел летсплеить. А, ну, кстати, да, Рандор. У нас же еще есть Рандор. Ему бы это подошло, я думаю. Монструм или Ведьмака описание? Да, там много гадостей написано про Ведьмака. Антиведьмачий памфлет рассказывает о ведьмаках с точки зрения обычных людей и описывает уничтожение Каэр-Морхена. Я нашел алкоголь, собрал ингредиент, убил всех бандитов. Теперь надо поговорить с Ламбертом. Сейчас. Монструм почитаем еще. О. Несовместимо с ведьмачьими боевыми стилями. Эй, ты что, выкинул, что ли, ее? Просто в инвентарь нельзя его положить. Разрабы от Baldur's Gate еще были. О, топор. Повреждение 5-15. Вероятность критических кровопотерь плюс 40.
Залутался. Обвешался оружием такой. И бегает. Ну-ка, монструм почитать можно? Можно. Воистину, нет ничего более отвратного, нежели монстры онные, натуре противные, ведьмаками именуемые, ибо суть они плоды мерзопакостного волшебства и дьявольства. Это есть мерзавцы без достоинства, совести и чести. Истинные щадия адовы, токмо и к убиениям приспособлены. Нет таким, как Аоня, места между людьми почтенными. А их Каэр Морхен, где он и бесчестники гнездятся, где мерзкие дела свои обделывают, стерт должен быть слона земли, след по нему солью и селитрой посыпан. Книга добавляет запись. О, давайте еще в дневнике прочитаем версию ведьмаков про ведьмаков. Из-за инаковости ведьмаков, их необычных способностей и занятий магией, ведьмаки часто становятся изгоями, иногда даже объектами ненависти. Печально известный штурм Каэр Морхена разъяренной толпой привел к уничтожению крепости, а большинство ведьмаков погибли в бою. Да, было такое обстоятельство, что ведьмаков было больше, но народ их не любил по вот таким вот причинам нетерпимости и попячил. Те, кто выжил, обречены на вымирание, потому что обучение новых ведьмаков уже не ведется. Ну да, тут трагедия в том, что вот у нас есть ведьмачья лаборатория, какие-то ведьмачьи эликсиры, там, декокты, всякие суспензии, субстанции, но мы из этого ничего толком не можем сделать, потому что обученных ведьмаков, вот это все, вот создавать новое, да, их не осталось. Вот, например, когда по книгам Цирилла гостила у ведьмаков, да, они ее обучали, вставал вопрос, подвергать ли ее всяким трансмутациям, то есть испытаниям травами и всем таким. И они не могли к этому подготовиться. Вот, когда Трис приехала по приглашению в Каэр Морхен, она как раз подозревала, что именно из-за этого ее пригласили, что ведьмаки хотят наладить производство всей вот этой вот ведьмачьей дряни, всех эликсиров для трансмутаций. Что-то такое. Вроде на первое. Секретами ведьмаков владеют многие. Ну ты, Боул, не забывай, что я сужу только по книгам. В всяком случае, такое положение в Каэр Морхен. То есть есть и другие места обиталища ведьмаков, что ли? Так, ладно. Люди нуждаются в ведьмаках и в то же время боятся их. Странствующие воины внушают страх, потому что они мутанты и обладают сверхъестественными способностями. Ведьмак редко где оказывается желанным гостем. С представителями этой профессии другие люди стараются вступать в контакт лишь в случае необходимости. На ведьмаков всегда нападают во время погромов и мятежей, направленных против тех, кто имеет какое-то отношение к магии. Неннеке, что ли? Ну смотри, я книги только что перечитал, и там, по крайней мере, прямым языком не говорится, что она знает о секретах ведьмаков. Ну смотри, нет, зелья-то сами варить ведьмаки сами могут. Даже вон Геральт может, ну по играм. А вот всякие снадобья для трансмутации, вот это с этим уже сложнее. Это уже они не могут. То есть технологии как бы есть, остались там вон лаборатория у них и все дела. Но они им пользоваться ими не могут, поэтому нужен им какой-то чародей, который может это все знать, с помощью которого можно это все восстановить, все эти методы, и провести трансмутации.
Так, надо возвращаться, в общем. Вернуться к Ламберту. Курлык. Вот про восполнение запаса зелий, кстати, я тоже не помню. Что-нибудь скажешь, может? Было нелегко. Наверху я нашел несколько мародеров, но... Это не проблема. А вот до Ламберта таки добралась Химера. Но ничего серьезного, к счастью. Хорошо, что ты пошел за Трис и справился с магом. Кое-какое оборудование ей удалось спасти, но главные компоненты исчезли. Я знаю, наша прекрасная чародейка была права. Ты хорошо все сделал. Возьми это оружие и меч. Я их держал для тебя. Опять можно отдохнуть. А есть еще ведьмаки, кроме нас? Когда-то было еще 2 школы ведьмаков. Но с тех пор, как я последний раз о них что-то слышал, прошла уже уйма времени. Ты видел всех ведьмаков, которых я знаю, кроме Беренгара? Я его знаю. Не думаю. Он необщителен и выбрал свой, отличный от нашего путь. На самом деле никто здесь не может сказать, что он знал Беренгара. Он часто сбегал из Каэр-Морхена, но всегда возвращался. После испытания травами он принял свое предназначение и начал тренироваться. Почему его нет здесь? Не знаю. Мы потеряли с ним связь. Можно я кое-что спрошу? Конечно. Ты уже защищал Каэр-Морхен? Когда-то здесь жило много ведьмаков. Они тренировали мальчиков для испытания. Только они знали секреты мутации. Время от времени здесь зимовали ведьмаки, которым не нашлось места среди людей. До битвы в Каэр-Морхене было 23 ведьмака и 40 учеников. Слишком мало, учитывая ту толпу фанатиков, с которой они должны были столкнуться. Я так и не узнал, почему они пришли. Позже говорили, что это был самопроизвольный взрыв ненависти, выросший из обычной неприязни к ведьмакам. Но нет. Кто-то спровоцировал толпу, раздавая листовки, в которых не было ни слова правды. Специальные агенты читали их крестьянам. Факт, что фанатики, несмотря на подавляющее численное превосходство, не захватили бы крепость без помощи чародеев. Выжил только я, и то чисто случайно. Не пощадили даже самых младших. Походи здесь, волк. Скелеты все еще тут. Может быть, найдешь листовку, которых раньше были сотни. Прочитай ее и запомни. Пусть это послужит предостережением для тебя, чтобы ты знал, на что способны люди. А вот это интересно. Вот это очень лорно. И в книге, конечно, Ведьмак таким не занимается, не пытается в Каэр-Морхене найти какие-то листовки. Но я уверен, что если я ее найду, то там будет что-то тоже очень интересное и очень-очень лояльное к лору. Можно я кое-что спрошу? Конечно. Есть мысли, кто на нас напал? Нет, но наличие мага означает, что это не просто бандиты. На мертвых мы нашли значки в виде саламандр. Чувствую, нас ждут тяжелые времена. Можно я кое-что спрошу? Конечно. Можно я кое-что спрошу? А кем был Лео? Очередным сиротой, жертвой войны с Нильфгаардом. Я начал учить его 6 лет назад. Соболезную. Мы вернем наши секреты и найдем тех, кто убил Лео, даже если они сбегут на край света. До встречи.
О, новое задание аж появилось. О, неплохо. Стальной ведьмачий меч. Эликсир из глаза химеры. Потребление зелья дает 1 бронзовый талант. Бронзовый талант. Ну, хоть более-менее стал выглядеть прилично в этой кожаной броне. Ой, я тут немного намусорил, простите. О, все собрались тут. Привет. Подожди, подожди, привет, бывай. Поговорю с Эскелем. Ну, Катрис все еще не может же, да, ничего? А то вдруг мне потом не дадут с ним поговорить. Тебе что-то нужно, У Сильвестр У Сталлоне. меня несколько вопросов. Да? О, Ты ну, здесь по как порядочку дома. все. Ну, почти по Я порядочку. всегда предпочитал оружейную алхимической лаборатории. Хотя Весемир всегда пытается подчеркнуть важность эликсиров, он и сам небольшой знаток. В конце концов, он учит нас фехтованию. Он пытается научить нас всему, чему учился сам, когда был молод. В старые добрые времена. Просто я не люблю возиться со всеми этими порошками, грибами и прочим хламом. Ты можешь мне рассказать об эликсирах? Спирт – основа для алхимических зелий. Чем лучше спирт, Спирт. тем чище и ценнее выйдет эликсир. Расскажи мне про испытания и их последствия. Этот процесс подразделяется на 3 этапа. Первый – это отбор. Лео уже прошел его. Выдержал тяжелое обучение в сочетании с правильной диетой. Я так понимаю, это нечто большее, чем просто салат с морковкой. Что больше? Да. Особые грибы, мох и травы растут в лаборатории. В сочетании с обучением они заметно ускоряют рост мышечной массы и обмен веществ, таким образом улучшая тонус организма. Все проходят этот этап? Увы, нет. Печень и сердце часто не выдерживают, а иногда и разум тоже. Появляется излишняя агрессия, неконтролируемые приступы ярости, депрессии. Депрессивные ведьмаки. Понятно. Каков второй этап? Испытание травами. Про него навыдумывали больше глупых сказок, чем про Белоснежку. Перед нападением в лаборатории содержались пузырьки, склянки, алхимические горны, формулы, растения и травы. Не хватало только мага и его магии. Ты когда-нибудь видел испытания? Только одно. Наше. Когда у тебя побелели волосы, я думал, что схожу с ума. Травы влияют на нервную систему, так что магия должна контролировать процесс. Испытание дает молниеносные рефлексы, реакцию, которой никогда не достичь нормальным людям. Выживают только 4 из 10. Ничего себе. Расскажи мне про последний этап. Я не знаю подробностей. Последний этап включает мутацию глаз,
костного мозга, гормонов. Но она позволяет тебе видеть в темноте и исцеляться в 2-3 раза быстрее, чем обычные люди. Еще мы получаем повышенную сопротивляемость к ядам. Интересно. И какова цена? Стерилизация. Мы все бесплодны. Изменения необратимы? Абсолютно. А еще сопротивляемость к опьянению. Вот что. Ведьмаки очень-очень трудно пьянеют. А Трис не могла помочь тебе закончить мутацию, Лео? Может, и могла. Я не знаю. Мы никогда не показывали Трис лабораторию, а последняя мутация была совершена много лет назад, еще перед битвой. Весемир может тебе рассказать больше. Если вы видите в темноте, какого черта я кошку пью? Прекрати пить кошку, Боул, брось. Ты думаешь, Трис никогда не использовала магию, чтобы заглянуть внутрь лаборатории? Кошек надо гладить, чесать за ушком, а не пить их. Она многое сделала для нас, для тебя. В общем, я ей доверяю. Так почему же ты не показал ей лабораторию? Трис захотела бы использовать наши тайны в благих целях, чтобы лечить людей и все такое. Я не сомневаюсь, что она бы попробовала. Но ведь это не так просто. Знаешь историю про гнома Альфреда Набеля? Эскель, я потерял память. Несравненный изобретатель, как и большинство его сородичей. После многих лет исследований он открыл удивительное вещество. Он хотел использовать его в шахтах и каменоломнях. Хоть он был и гений, Альфред так и не смог предвидеть другого применения своего изобретения. Но другие быстро поняли, что вещество, которое может разорвать на куски крепчайший гранит, может разрушать и стены замков. А другие подумывали о том, чтобы использовать его в открытом бою. Понятно. И что же произошло с Альфредом и его открытием? Волшебники не дали этому чуду стать достоянием многих. Альфред покончил с собой, а его лабораторию сожгли. Грустненько. Монотох сделал из меня себе подобного. Эх уж это тлетворное влияние Монотоха. Ты видел магическую бурю? Я охотился. Как раз перед тем, как началась буря, стая казадоев взвелась в небо. Сотни птиц, серые сполохи, яростно бьющие крыльями. Совершенно обычное явление. Но обычно их здесь собирается меньше, и их крики редко звучат так отчаянно. Когда пришла буря, я оставил охоту и поспешил в Каэр-Мархен. По дороге встретился с остальными. Вот, а что вот они имеют в виду под магической бурей? Это то, что мы видели в катсценке в начале, да? В которой Геральт пробирался раненый. Видимо, да. Ну да, Казадой и все такое, буря. Это довольно символично. Обычно такие вещи происходят с Цириллой. Ладно, поболтали. Ну-ка, Весемир что-нибудь еще скажет, может быть? Да.
До встречи. До встречи. Привет. Сделано. Ингредиент у меня. Бандиты мертвы. Отлично, я тебя сейчас научу. Но чтобы сделать эликсир, этого недостаточно, надо еще две вещи. Тебе понадобится коготь сильного чудовища и ласточкино зелье. Весемир скажет тебе, где их найти. А теперь я дам тебе формулу. Еще и прокачка, вот это вся. Я ж тут понятия не имею, что чего. Неопытный ведьмак. А, вот формула. Этот эликсир предназначен для Трис и не имеет другого действия. Баул, ничего не говори. Чё вот начал ты? Я на самом деле боюсь даже вообще говорить что бы то ни было, а то... А, это что такое? Вот просто я что имел в виду, что такие вот события Казадо и бури происходят, когда Цирилла начинает колдырить. Ну хотя да, дикая охота, все дела. То есть, когда Цирилла, и когда дикая охота, и когда она пытается от нее увильнуть, улизнуть. Ну да. Но только как это вот связано с появлением Геральта в этом мире? То есть, как будто бы дикая охота настигла, может быть, эту троицу Геральта, Йеннифер и Цири в параллельном мире, где они там скрывались, жили себе счастливо, и вытюкнула оттуда ведьмака. Ну ладно, это я все узнаю по ходу сюжета. На такие темы с вами рассуждать опасно. Начинаются всякие обсуждения. Глаз химеры. А, это ж такое зелье. Бронзовый талант. Может тратить на совершенствование навыков. А, вот как тут совершенствование навыков происходит. Слабый галлюциноген. Приносит радость ведьмакам. Я вообще задание хотел посмотреть. Артём решил не качать перки, чисто на скиллухе проходить. Призрачные псины. Так, перки. Ну, перки это сложно. Тут много всего так-то. И вот смотришь на это все и думаешь, что же качать. Ну, я думаю, надо будет какой-нибудь гайд посмотреть мне. Слишком шикарная вселенная, хочется обсуждать. Не, ну ты не стесняйся обсуждать, только чтобы спойлеров не было. Нужно поговорить с Весемиром. Да? Ламберт дал мне формулу. У тебя должна быть белая чайка и кальций экуум. Что дальше? Тебе понадобится ласточкино зелье. Можешь взять его у меня. Плюс коготь монстра, например, химеры. Чтобы освежевать тушу, возьми острый нож и разрежь кожу вдоль туловища. Потом останки химеры на верхнем дворе. Когда снимешь шкуру, отдохни у огня и сделай эликсир. Берем острый нож.
О, прикольно, может даже сюда вылезти. Ненадолго, правда. Недалеко. Досталь нож, режь. Это может быть я еще что-нибудь сварить смогу. Еще одна крыса раздавленная. Так, теперь надо медитировать, да? Найти Весемира, начать медитацию. Еще с Весемиром поговорить. Да? А где Ламберт и Эскель? Наверху. Ламберт в библиотеке, а Эскель несет Трис в ее комнату. Такой Геральт. Эскель. А Весемир такой. Эскель. Поправляет. Так. У меня есть все ингредиенты. Отлично. Теперь отдохни и приготовь эликсир по формуле. А что, если я перепутаю ингредиенты? Придется искать новые. Где? По поводу когтя и ласточкиного зелья обращайся ко мне. Алкоголь есть у Эскеля. Кальций я видел где-то на 2-м этаже. Сделай все правильно, не напортачь. Это нетрудно. До встречи. Сколько я помню по книгам, Геральт наследственный маг. И в магии более силен, чем другие ведьмаки. Йеннифер. Ну, вроде бы да, вроде бы. То, что наследственный маг, это да. Это есть такое. Так. Сейчас надо, наверное, это зачитать, чтобы это у меня отложилось в голове, а то что мысли в другую сторону разбегаются. Выберите формулу, помеченную как эликсир для Трис. Ингредиенты автоматически добавятся в колбу. Затем щелкните по кнопке смешивания в нижней правой части экрана. Угу. А, тут вон даже помечается все. Не, остальное пока нельзя приготовить ничего. Ладно. Медитируем, и в это время у нас в кармане варится зелье. Ну-ка, он меня похвалит, может? У меня получилось. Да. Да, ничего. Ясно, почему Трис бесплодно. По идее, только выпускниц школы подвергали этой процедуре. Ну вот опять же, в книгах ничего, по-моему, не говорится про то, откуда Трис научилась чародейству. Из того, что я понял по книгам, бесплодие — это просто цена за умение чародействовать. Уф. Чтобы вызывать расположение персонажей, делайте им подарки.
Эй, а что случилось? Спасибо, Геральт. Надеюсь, это зелье поможет. Ужасно. Мне снилось, что Ламберт был со мной. Он сказал: «Ты мне тут не смей умирать, Мэригольд. И ты ведь заносчивая ведьма, которая знает все лучше всех. Я так рада тебя видеть. Почему ты смеешься? Рад, что тебе лучше. Я знаю, что нам уже пора отправляться в путь, но у меня есть предчувствие, что мы никогда больше сюда не вернемся. Ты не можешь ненадолго задержаться? Побудь здесь со мной». С удовольствием. Хочу остаться здесь еще немного. Когда я увидела тебя, все чувства, которые я пыталась изгнать, вернулись. И они сильнее, чем прежде. Трис, я не могу говорить о прошлом. Конечно. Мне не следует на тебя давить. Мне просто так... О, боги. Я веду себя как девчонка. Вернемся к настоящему. Весемир рассказал мне, что случилось. Я подвела вас всех. Прости. Да ладно, что ты себя винишь-то? Ты не виновата. Ты нам помогла. Тут нечего прощать. Самый Последнее тупой время бабский мне подкаст. редко доводилось радоваться, а радость, которую я ощутил, узнав, что ты жива, трудно сравнить с какой-либо иной. О, Разве только с той, какую я испытываю сейчас, глядя на тебя. я так по тебе скучала. Давай посмотрим, выдержит ли нас лучшая кровать в Каэр-Морхене. Лол. Прикольная картина. Кстати, Трис, которая будет в фильме фанатском, похожа на Трис, которая Это было великолепно. на этой картине была изображена. Всегда. Ты и правда ничего не помнишь? К несчастью. Чем закончилась битва? Они ворвались в лабораторию, убили Лео, похитили наши мутагены и сбежали. О, нет. Бедный Весемир. Лаконично и жестоко. Еще один его ученик погиб до срока. Мы отложили похороны, ждали, пока ты придешь в себя. Спасибо. Он не помнит А про ваши Йеннифер. легендарные Ну, мутагены? поэтому, да. Их потеря может обернуться катастрофой. Ладно, не будем терять время. Если у тебя больше нет вопросов. О. Увидите Монотоха. Ну, его сейчас нет с нами, благо. Ну да. Тут прикол в том, что Ведьмак не помнит Йеннифер. Как это ни странно. Ну, вспомнит, я думаю, да, еще. Ты сможешь вернуть мне память? Не знаю. Мне надо тебя обследовать. Время — лучший целитель. Существует вероятность того, что память вернется сама. Насколько большая вероятность? Сложно сказать. Разум — сложная штука. Может быть, если бы я знала, что послужило причиной потери памяти. На это у нас нет времени. Геральт, мы уже можем идти? Да, Флави, я уже предвижу разборки между Трис и Йеннифер очередные. Не стала напоминать, ну. Да не, подожди, что ты так спешишь? Ты можешь мне рассказать о чародее, который ограбил лабораторию? Прежде всего, он очень могущественный. В совершенстве владеет силой, почерпнутой из круга. Может быть, растет второй Вильгефордс на нашу голову. Кто? Неважно. Кстати, спасибо за поддержку там, на дворе. Я бы хотела тебя научить кое-чему полезному. Ну куда ты ушла-то? Она меня кошке обучила. Задание выполнено. Трис выздоровела. Ой, новый уровень. О, очки талантов распределять. Может, не надо? Я не знаю, чего брать просто. Ну да, Трис хитра. Так, надо еще договорить с ней. Геральт, мы уже можем идти?
Не-не-не. Ты упомянула возможные последствия кражи. Большинство чародеев и правителей готовы душу продать, чтобы заполучить эти мутагены. По большей части они жаждут власти, богатства или всего сразу. Но для того, чтобы использовать это знание, нужен как минимум настоящий мастер магии. А их осталось немного. А как насчет богатых купцов, герцогов, королей? Не знаю. Все возможно, конечно, но, блуждая в догадках, мы только зря теряем время. У нас слишком мало информации. Ты права. Геральт, мы уже можем идти? Мне нужно кое-что сделать до того, как мы отправимся в путь. Я вернусь, как только буду готов. Мы-то знаем, кто такой Вильгефорс. Кстати, Геральт же не помнит. По идее. Так, а медитировать только у костра можно же, да, получается? Бери силу, выносливость, интеллект и так далее. Потом в магию и стили. То есть до упора сначала прокачивать силу, выносливость, интеллект, а потом до упора прокачивать магию и стили. Так, что ли? Не, подожди, сюда. Ну, Флавий так между платформами переходит резво. Плюс-минус так. А куда он побежал так далеко? Бери, к чему душа лежит. Так интереснее. Ну, дело в том, что я самую большую сложность выбрал еще. Поэтому прокачка важна. Не помнит. И событий из ролика не помнит. Ну да. А, да, надо около зажженных костров только медитировать. О, так, заработали пункты таланта, атрибуты, знаки стиля боя. Выберите из списка слева свойства. Угу. Таланты. 6 пунктов у меня есть. А, бронзовый талант, типа, ну. Так, ну и куда чего? Дневник. Активирует зарядку во время кулачного боя. А, вот сначала. Вот это надо прокачивать. Выносливость есть реген. Надо брать, значит. Я думаю, на первых этапах не столь важно, что прокачивать. Попробую выносливость прокачать, действительно. О, невосприимчивость к алкоголю. Ну, не знаю. Пусть пока будет. Поедать некоторые ингредиенты. Эликсиры. Угу. Ну, можно силу взять, я думаю. Работает только когда перепил алкоголь. Лол.
Но это все такие себе вот. Когда ведьмак имеет менее 25% здоровья, ну, не знаю. Это всегда сложно выбирать. Силу выносит. А ловкость не надо брать, Боул? Ловкость-то неинтересная, что ли? Открывают умение собирать ингредиенты с монстров. Мощность знаков. А, вот. Стили-то как прокачиваются. Знаки еще. Гайды советуют знаки качать, но это такое себе. Так, ну ладно. Тогда вынос... Ну вот это вот мне не очень интересно. Хмель, все дела. Я прокачаю еще выносливости просто. Так, а здесь у нас места силы 2 раза в день. Иммунитет к ядам. Восстановление энергии. А где регенерация? Восстановление энергии, иммунитет к ядам. Энергии, иммунитет к боли. Что-то нет тут регенерации. Ладно. Силу еще прокачаю. Тоже на 2 уровень. А, вот, регенерация в силе у нас. А вот давай, наверное, сразу его и возьмем, раз он такой полезный, классный. И что-нибудь из интеллекта еще. Ну, мощность знаков просто. О, нормально. Медитировать. Медитировать, да. Надо переиграть. О. Весемир, ты чё? Так, это все прокачалось хоть? Засчиталось? Ну да, засчиталось. Да. До встречи. Подожди, да я сохранюсь. Нормально сохранюсь так. Вон там сейвы от 17-го года у меня есть даже. Да. Весемир, все уже готово к похоронам? Я так понимаю, Трис встала на ноги. Что ж, тогда начнем. Не забудь, отправляемся в путь сразу после похорон. Ты готов? Я готов. Можем начинать. Ладно, тогда пошли. Через сожжение? Мы не знаем, откуда эти бандиты и кто за ними. Вместе мы привлечем лишнее внимание. Разделимся, тогда быстрее их найдем. Я на запад. Там у меня знакомые, да и климат я тут люблю. А я на восток, в Каэдвен. Если никто не против. Ладно, а куда мне идти? На юг, в Тимирию. Король Фольтест тебе обязан. Ты когда-то расколдовал его дочь. Возможно, след бандитов ведет туда. А ты, Трис? Попробую использовать связи, чтобы найти бандитов. Если что, я свяжусь с Геральтом. А ты-то, Весемир, куда? Тут останешься, наверное.
постараюсь быстрее собрать информацию и найду тебя в Изиме. Трис. Не надо, Геральт. Не люблю прощаний. Нет зрелища более жалкого, чем плачущая чародейка. Береги себя, Геральт. Я не переживу все это второй раз. Увидимся. Вообще, встречи, Трис. как правило, Йеннифер и Цири использовали эту фразу про плачущую чародейку. О, бандитам удалось выкрасть секреты с третьими хранями ведьмаками. Арт-Караик. Через Каэдвен двигаем. Их лидер американский маг остался слишком ограничен, даже для Трис Меригольд. Третогор. Ведьмаки отправились на поиски украденных секретов на все 4 стороны света. Геральт из Ривии пошел на юг, в Изиму. Вообще, да. 300 молодец. Ведьмаки упоминали, что если бы не она, то они бы, может, и не нашли Геральта. То есть какая-то случилась бяка-пипяка, Геральта выплюнула Каролина, обратно. я устал. Уже близко. Скоро придем. Че это вы ночью в дождь идете куда-то? Ой, холодно. Куплю тебе теплого молока с медом. Да, спасибо, Каролина. Что это псы делают? Псы? Песы! Они что, жрут кого-то? Альвин, сделай так, как я скажу. Это очень важно. Со всех ног беги к таверне. Не смотри назад. Понял? Злые собаки. Беги! О-хо-хо-хо. Ничего себе криповые псы тут у них. Закрывай ворота! Зверь! Зверь напал! Тревога! О, нет. Ну, кстати, весьма логичная реакция. Парень понял неотвратимость того, что сейчас произойдет. Геральт, тебя послала нам Мелители. Там на улице женщина. Собаки сейчас разорвут ее. Помоги ей. На помощь! А, она еще жива? Открывайте ворота! Чудовище проникнут сюда! Да, эти собаки смертельно опасны. Я здесь не местный, но вы люди. Просто чудовища. Отойдите. Я сам спасу ее. Стой. Не выходи туда в одиночку. Будь ты проклят! А эта дама, это Шанни, что ли? Ой-ой-ой, что делается, да? Так, ну что-то как-то жестко. У меня уже вон ХП не так, чтобы много осталось. Думаю, групповой? Нет, наверное. Не, быстрый стиль нормально, наверное. Быстрый стиль против них нужен. Ладно, пока просто попробую потюкать их. Так, а теперь нужен групповой, похоже. Так-то в идеале еще выпить что-нибудь из эликсиров. Ох, какой же у меня бардак тут все-таки. Неизвестный эликсир, белая чайка. Ну, у меня получается только ласточка. Давай ласточку выпьем. Так, ну вот что-то как-то... Что это было?
Наверняка магия. Это зверь! Смотри. Придет век, век волчьей пурги. Придет час белого хлада и света. Час безумия и презрения. Теддериат, час конца. Мир умрет и возродится вместе с новым солнцем. Ну, опять началось. Воспрянет он из старшей крови, из зерна засеянного. Зерна возгорится пламенем. Древнее эльфийское пророчество Этлины. Надеюсь, с ним ничего не случилось. Кажется, он спас нас от этого зверя. Хорошо, мне кажется, Альвину стало лучше. Я найду кого-нибудь, кто бы смог о нем позаботиться. Его нельзя оставлять одного. На время мы остановимся в таверне. Погоди. В пути я наткнулся на диких собак, не таких, как эти, причем я имею в виду не только зеленую шерсть. Ты что-нибудь о них знаешь? Они наводят страх на всю деревню уже некоторое время. Убивают человека каждые несколько дней. Вожак стаи — огромный пес, может быть, волк. Люди зовут его просто зверем. Кто-нибудь захочет заплатить за то, чтобы этого зверя убили. Я знала, что это тебя заинтересует. Именно этим и занимаются ведьмаки, ведь так? Но хватит про чудовищ. Что тебя сюда привело? Я ищу человека со значком в форме саламандры. Не видела такого в окрестностях? Не так громко. Кто-то такой был здесь. Но крестьяне не имеют, только заговори о нем. Преподобный может что-то знать. Ты можешь и о звере с ним поговорить. Я так и сделаю. Еще что-нибудь? Для начала. Да. Мы знакомы? Это же я, Шани. Ты что, меня не узнаешь? Да что с тобой стряслось? Я слышала, что ты погиб во время погрома в Ривии. К сожалению, я потерял память. Помню последние несколько недель, но больше ничего. Боюсь, что я не смогу тебе помочь. Монотох тебе нельзя смотреть. Неврология еще только зарождается. Могу только сказать тебе, что иногда память возвращается. Вообще все не так плохо. Я уже постепенно привыкаю. С сожалением констатирую, что чародеи в таких случаях действуют эффективнее. Может, кто-нибудь из них мог бы тебе помочь? Ну, если кто не в курсе, Шани у нас выпускница медицинской академии. Ну, в принципе, вообще академии медицинского факультета в Оксенфурте. Поэтому она что-то знает. Ну и уже калач тёртый. Она еще в книгах побывала, там, на войне в госпитале. Сейчас еще 5 лет прошло после этого всего. Вот. Ну и было кое-что там у них с Геральтом тоже такое. Что привело тебя в эту деревню? Я еду в Изиму, чтобы помочь бороться с Катрионой в лечебнице Лебеды. Когда ты уезжаешь? Как только закончу помогать жертвам этого нападения собак. Я не могу просто так их оставить. Это займет некоторое время, но половина просто умрет без моей помощи. А Катриона — это чума, которая по определенным стечениям обстоятельств попала из нашего мира в мир Ведьмака. Да, причем интересно это обставлено в книге. Там действие переносится в наш мир ненадолго. Как раз вот в тот момент, когда в Европу откуда-то с востока начали возвращаться корабли, которые были зачумлены. И там через блох вот это все передавалось. То есть с кораблей слезали крысы, с крыс слезали блохи. Блохи кусали людей, заражались чумой они. И пошла там эта вся эпидемия, черная смерть и так далее. Вот. А в мире Ведьмака, когда она туда тоже добралась, ее прозвали Катрионой по имени корабля, на котором... тоже так получилось, что на корабле чума приплыла в мир Ведьмака. Вот так вот. Предместье Визимы. Почему они все просто не сожгут? Так... Как? Ну, не так все просто, Монотох. Ну, можно, конечно, сжечь, но это, получается, людей сжечь тоже надо. Что будет с Альвином? Я не знаю. Пока что я о нем позабочусь. Может быть, кто-то из деревенских захочет его взять.
Он умный мальчуган. Конечно, кто-то захочет его взять. Еще что-нибудь? А, подожди, а вот эта дама-то погибла все-таки? Так, вот. Я первый раз за долгое время попал на след Саламандры. Ну и стоит денег, Это для да? меня очень важно. Ты о них что-нибудь знаешь? Это шайка бандитов. Местные запуганы до одури. Вчера они привезли мальчика. Эти мерзавцы секли его ламией. Ламией? Маенский кнут. Плетка с небольшими шипами и крючками. При каждом ударе срывает кожу и мясо. Ее запретили в большинстве цивилизованных стран. Мальчик бредил. Говорил что-то про выкуп, речь, видимо, шла о Дани. Он хотел увидеть преподобного. Увы, лихорадка забрала его, и он умер той же ночью. Спасибо, Шани. Кажется, я задержусь здесь на более долгий срок, чем планировал. Пацан на фоне Скажи, артистично а почему ты корчится, вдруг да? заинтересовался саламандрами? Ну, Шани хорошая, я не буду от нее скрывать ничего. Они убили кое-кого, кто был мне дорог, и они кое-что у меня украли. Не хотела бы я быть на их месте. Пока. Существует Лины, персонаж Альвин, преподобному Катриона, хвост Саламандры. Ведьмачий секрет. Да, довольно-таки много чем заняться можно теперь. Череп Баргеста. Клыки зверя. Любители раздавать экстерминатусы не уживаются в этом вселенной с Геральтом, да. Монотох такой. И всем пока. Да, вот она лежит. Черт. Оставаться начеку. Не смог я никого спасти. Проклятие, в горле пересохло. Эктоплазма. Их можно было спасти, вы не знаете? Заперто. Ну и ладно. А на самом-то деле не хочется туда совсем. Лишает меня моей работы. Ну, какой-то монотох ворвался, ну такой неспокойный. Всем пока, но я тут. Ну пока, хорошо, что ты тут, наверное. Вечный огонь не защитит грешников. Молись. Сохраниться надо. Красивая картинка была. Так, а Шани уже ретировалась куда-то. Так, надо подумать. Завоевать доверие сельчан, чтобы понять, где искать Саламандр. Угу. Зайти к преподобному, раскрыть тайну предместья. Ага. Вот второстепенная у нас только секрет Беренгара, ведьмака другого. Женщину точно не спасти. А, ну хорошо, ладно. Держится особняком. Ну тут вообще пока никаких подсказок нет. Короче, все пути пока ведут к преподобному. Преподобный у нас... Окрестности Вызимы. Красиво. Ну, я думаю, тут мы еще наберем задание сейчас. А, чё вы тут свинку не дожарили? Лол.
Оставаться начеку. Бешеная собака там ходит снаружи. А я ее чую. В горле пересохло. Прям через стену чую ее. Дождь не шуточный. Стена дождя. Доска объявлений. Может, и для ведьмака найдется работа. Про глаз химеры, наверное, слушай, я пропустил, похоже. Почему все просто не сожгут? Ищу. Свари эликсир из глаза химеры, получишь очко талантов. Это просто Монотох тут нафлудил. Монотох, хватит флудить. Вот что это за 1П? Вот предупреждение тебе за это. Хватит флудить, правда. Ты засоряешь чат с собой. Да, надо сварить это. Хорошая штука, этот эликсир. Так, внимание на объявление. Получить новое задание. Ордер на арест. Предмет для задания. Ордер на арест профессора. Мне пригодится такой. Правую кнопку мыши, чтобы прочитать. Доводим до общего сведения, что человек, известный под именем Профессор, виновен в совершении многочисленных преступлений против короны, в числе прочего убийства, разбоя, оказания сопротивления городской стражи государственным чиновникам, также другие злодеяния в отношении подданных короны. Любой человек, предоставивший ему убежище, становится соучастником преступлений. Содействие в поимке упомянутой персоны является обязанностью всех подданных короны. За выдачу профессора, живого или мертвого, назначается вознаграждение в размере 1000 оренов. А у меня всего 50. Неплохо будет. Именем его величества, короля Фольтеста, Винсент Мейс, капитан городской стражи. Городскими стражами поговорить надо. Контракт на гулей. Нужна кровь как минимум 3 гулей. Плачу золотом. Алхимик Каликштейн. Нужна запись в бестиарии о гулях. Я пока не могу ее. Не могу. Контракт на утопцев. Есть 1С, а у Монотоха 1П. Храму Вечного Огня требуется воин, способный избавиться от утопцев на берегу реки. Оплата производится по предоставлению доказательства уничтожения 3 утопцев. Доказательством являются мозги чудовищ. Спросите преподобного. Так, мозги утопцев, отлично. Так, контракт на работу для ведьмака на Баргестов. Травница Эбигейл. Эбигейл, я думаю, Эбигейл на самом деле. Срочно требуется храбрый воин. Тот, кто доставит мне 10 черепов Баргестов, получит 100 золотых. Понабрал заданий. Понабрал. Дороги размокнут. Держись подальше от склепа. Он кишит чудовищами. Травник даже есть какой-то. Приветствую. Что за жалкое место? Я застрял здесь вместе с товаром, а в городе меня ждут жена и дети.
Вы не можете попасть в город? Ворота в Изимы закрыли из-за чумы. Ай, чума тут Боги еще. свидетели, ничто так пагубно не влияет на торговлю, как эпидемии. Наверное, придется просто подождать. Большинство больных уже умерло, но звери-разбойники теперь распространяют свою собственную чуму. Не хватает только сборщиков налогов. Можно один вопрос? Да. Да. Расскажи мне о чуме. Что тут сказать? Это разновидность бубонной чумы. Ради собственной безопасности я стараюсь держаться подальше даже от тех, кто чихает. А ты разве не боишься? У меня иммунитет к инфекционным заболеваниям. Мой дед утверждал то же самое. В конце он настаивал, что его бубоны всего лишь прыщи. Да будет земля ему пухом. Да. Что тебе известно о звере? Местные пытаются держать это в тайне, но мне удалось подслушать, что зверь — это нечто вроде призрака. Он появляется из ниоткуда и жестоко убивает тех, у кого совесть нечиста. Интересно. Придворные нашего короля стали бы настоящим деликатесом для зверя. А другие призраки, видимо, служат ему в виде неутомимых гончих. Вот и все, что мне известно. Надо будет расспросить местных. Да. Кулачные бои, кости. Ну, это я, конечно, все опробую. А разбойники в предместье есть? Еще бы! Сами себя они называют милицией, а деньги, которые они вымогают, взятками. Еще говорят, в предместье появилась какая-то секта из Изимы. Но это все, что я знаю. Ты говоришь о людях, которые носят символ саламандры? Я никогда с ними не встречался. Поговори с преподобным. Если это секта, священник точно должен об этом знать. Я так и сделаю. Да. Да, Прощай. такой. Вот это ливень! Типа выполнил свою функцию и пошел. Вот это ливень! А, сейчас прямо? Я думал, мы попробуем, конечно же. Дождь не шуточный! Мне интересно, куда он там пойдет. А, ну понятно. Уселся такой. Мне кажется, я в итоге на этом месте застрян просто до конца стрима. Стена дождя. Не могу добраться до города. Буду молиться в храме вечного огня. Они тут ждали, пока я подойду с ними поговорю, видимо. Мне здесь не нравится. А, Народ тут какой-то странный. Я впервые увидел стены столицы Тимерии. Тяжело на службе. Вот это ливень! Красивые арты, да? Таверны, постоялые дворы. Можно отдохнуть. Это поговорить с трактирщиком, медитации. Ага. Ставить вещи на сохранение. В любой таверне можно забрать свои вещи. Прикольно. Что тут происходит? Кулачные бои как раз таки. Кому бы тут заехать как следует? О, вот и наши друзья. Очень красивые. Атмосфера просто так и прет, да? Ты меня спас, да? Да, я помог стражникам. Интересно, что теперь со мной будет? Может, подождешь, пока тебя не заберут родные? Нет, все мои родные умерли. Я останусь тут. Мне очень жаль, парень. Мне все равно. Я едва их знал. Такой жесткий парень. Еще что-нибудь? Ну мы с тобой Пока. поговорили обо всем уже. Так, персонажи. Альвин. Это они его приемную мать убили. Он начал предрекать будущее, цитировать пророчество Итлины. Думаю, Альвин исток. Он обладает магическими силами, которые не может контролировать. Да, похож на истока.
Шани, вот, кстати, давайте про нее прочтем. Ох уж это трево. Вскоре после того, как я прибыл в предместье, я встретил Шани, свою давнюю знакомую, в довольно драматических обстоятельствах. Шани очень предана медицине, своей страсти, у нее много работы в предместьях, так что у нас не было времени поговорить. Однако у меня сложилось впечатление, что этой уравновешенной умной девушке я сильно нравлюсь. Ну, есть немного. Про Трис так много уже тут понаписали. Трис Меригольд, мой друг. Она видела, как я умер, и мое возвращение в мир живых сильно ее удивило. Трис — чародейка. Одна из наиболее могущественных и талантливых среди них. У нее множество влиятельных друзей, также она знакома с ведьмаками из Каэр-Морхена. Она одна из немногих людей, которые знают путь в крепость. Мне кажется, что Трис мне очень симпатизирует. После похорон Лео чародейка воспользовалась телепортацией, чтобы вернуться в Изиму. Она решила использовать свои широкие связи для того, чтобы искать информацию про Саламандр. Трис повышал специализацию, бла-бла-бла. Также обновили инфу про Весемира. Так, один из немногих штурм. Угу. А вот и неизвестный Беренгар. Вот, про чуму почитаем, давайте еще. Катриона. Это заболевание, которое быстро распространилось во время по всем северным странам после войны с Нильфгардом. Заболевшие Катрионой умирают мучительной смертью. С каждым днем судороги становятся все сильнее. Их терзает кровавый понос и изматывающая рвота. Примерно через 10 дней заболевшие умирают в страшных мучениях. Краснолюды. Вот аналог дворфов. Жизнерадостные, но и упрямые. Некоторые примыкают к мятежникам с Каэтаэлем. Медицина. Болезни мучили человечество. Яну Беккеру удалось подчинить силу своей воли и мощное оружие против недугов. Маги изучают бактерии, вирусы и способы их распространения. Так, также проводят генетические исследования. Так. Многие чародеи, например, Марти Содергран. Кстати, Марти Содергран — это эпизодический персонаж в книгах тоже. Появляется в последней книге. Во время генерального сражения с Нильфгардом помогает низушку лечить раненых оперативно. Как многое хочется обсудить. О, пророчество Этлины. Вот это, наверное, зачитаю. Если вдруг тут есть кто-то непросвещенный. Это древнее эльфийское пророчество, предрекающее конец света. Гласит оно: «Придет век меча и топора, век волчьей пурги. Придет час белого хлада и белого света. Час безумия и час презрения. Тет Дейриат, час конца. Мир умрет, погруженный во мрак, и возродится вместе с новым солнцем. Воспрянет он из старшей крови, из Хен и Каэр, из зерня засеянного. Зерна, кое не прорастет, не проклюнется, но возгорится пламенем». Не так читал. Ну, уж как мог. Бла-бла-бла, таверна, широкий выбор алкоголя. Тимерия, о. Ну тут довольно много, я, пожалуй, это вот не буду прямо читать. Ну, если кто-то там смотрит в записи, можете на паузе. Или кому прямо сейчас очень интересно, можете на паузе это зачитать. А я как-нибудь за кадром. Как я в Гридфоле читал кодекс. Предместье Визимы туда же. Разорвали чудовище и унесла чума. Так. Ну да, мне кажется, я до конца стрима уже не выйду из этих мест. Просто послушай. Раньше я чистил канализацию в Изиме. Вот это было время. Старый кмет. Вот это было время. А это что такое? Кто это такой?
3 унции Оптима Матер, капелька раствора ртути... Пардон, что-то я задумался. Классная борода. тебя. Приветствую! Я Калькштейн, алхимик. Геральт, ведьмак. Ведьмак? А сколько ты возьмешь О, ну за сразу. разрешение на исследование твоего тела? Первое же, что Тебе не по спрашивают. карману. Ты бы так помог науке. Ну ладно, так и быть. Хотя Всякие я алхимики, принял тебя за магики. человека, который ценит точные знания. Я уважаю науку, ученых и алхимиков тоже. Я ожидаю того же взамен. Понятно, понятно. Тогда, может быть, согласишься на посмертное вскрытие? Мое уважение к алхимикам стремительно испаряется. Ну, хорошо, хорошо, простите. А ты всегда просишь у людей разрешения исследовать их или произвести вскрытие? Конечно, нет. Но ты же мутант. Научно усовершенствованный, нечто неестественное. Это все объясняет. Не обижайся, я просто полюбопытствовал. Нужна помощь ведьмака? Да, прочитай объявление, которое я повесил снаружи. Ну, это понятно. После этой игры Gridfall лучше не вспоминать, чтобы не помнить, не портить ему впечатление. Ну ладно. Ну все, Gridfall пройден, забыт, все уже. Да не, шучу. Ничто не забыто. Но время Gridfall ушло. Я хотел, чтобы ты рассказал мне об алхимии. Ну, наконец-то. Вот человек, с которым имеет смысл разговаривать. А я-то думал, местных жителей не интересует ничего, кроме повседневных забот. Во-первых, я не местный. Во-вторых, если бы местные жители думали об алхимии, алхимики бы первые умерли с голода. Ха! Типичная близорукость. Ведьмак, алхимия — это мать всех наук. А знаешь почему? Да потому что она позволяет нам познать мир. Все, что тебя окружает, это та самая алхимия, которую ты так неумело высмеиваешь. Алхимические процессы постоянно идут в твоем теле. Они позволяют тебе есть, дышать и испражняться. Более того, именно они причина всех твоих мыслей и чувств. Алхимия — это жизнь. Давайте сменим тему, пока крестьяне не сожгли нас за ересь. Никому еще не удавалось заткнуть рот науке. Ну ладно, что ты хотел узнать? Меня интересуют формулы. Готовые формулы встречаются редко, Намекает и на важность купить их эликсиров. трудно. Я советую тебе экспериментировать и менять рецепты, которые у тебя уже есть. Многие недооценивают ценность эмпирических методов науки. Как ты получаешь свои алхимические основы? Нужно специальное оборудование, чтобы получить хороший дистиллят. Лично я использую двойной атонатор с перегонным кубом, дополнительно оборудованный ректификационной колонной и медным охладителем. А если у меня под рукой нету двойного атонатора? Ну да, полевые условия. Что ж, у Олафа должна быть водка или спирт, и то и другое можно использовать в качестве алхимической основы. Олаф. Трактирщики, так полагаю, да? Взять ингредиенты. Если хочешь Интересно сам получать рассказывает. компоненты, тебе понадобятся книги с рисунками и описаниями компонентов, извлекаемых из растений и животных. Можно еще к торговцам обратиться, но они настоящие грабители. Если нужны ткани или органы чудовищ, я нанимаю ведьмака или охотника. Давай сменим тему. Такая Но мы там же только начали. дама стоит. Не двигайся. Ладно, эти темы какие-то слишком уж очевидные. До встречи. Мне он, в общем-то, Рита Шапочка. Здравствуй, красавчик. Ты выглядишь усталым. Постой-ка, это не ты спас того ребенка у ворот? Это была случайность. Случайность. От местных кметов даже случайно добра не жди. Чего тебе принести? Пиво. Сейчас. А чё бы не пиво? А ты не из разговорчивых, да?
Поподкатывать к ней чуть-чуть Спасибо, можно. прости меня. Твоя красота лишила меня дара речи. Ха, а ты верно умеешь сделать женщине комплимент, красавчик? Так. Реданский лагерь. Отличное пиво из реданского ячменя. Но я думаю, надо лишнего попродавать. Что тут занимает инвентарь. Вот по сути эти гусиные жиры, они же не нужны с внутренним салом, их же не съесть ничего. Да, я хочу парочку вот этих всяких продать. Слишком много что-то всего у меня. Не упускай ни одной возможности в этой жизни. Жиры для бафа пушек. Надо попробовать. Вот это продам тогда, сало, а гусиный жир оставлю. Так. Ласточки. У меня где-то еще вода была же обычная. А, вот, да. Ладно, молочко. Ну, хотя нет, молочко тоже продам. Что много у меня всего, действительно. Вот, и чтоб не показаться невежливым, я куплю у них тоже пиво в ответ. То есть продал свое пиво, потому что со своим пивом нельзя в заведении. Куплю у них пиво. Так, что у нас? Кэдвенский стаут, темное пиво из Кэдвена, Зимский чемпион. Ужасное пиво, сварено в 30 мире. Ну, я даже не знаю. Метинское розовое, метинно. Ну... Сделка прошла успешно. А то как же в таверну пришел, чтобы пиво не выпить. Эффекта вроде бы не наблюдается особо. Только от ласточки еще есть. Так, а как тогда использовать? По-моему, никак. Кстати, можно тут сортировкой заняться. Например, книги вот сюда переложить. Напитки сюда. А, кстати, шлифовальный камень. Штуки для бафов. Книга ласточки. Эти ведь мне, по сути, не нужны уже, да, свитки с рецептами? Я же выучил их. Так, всякое вот это вот сюда. Эликсир сюда. Черепа дурацкие сюда, а всякую еду вот сюда. Вот как-то так. Что так много еды у меня, действительно. Геральт собрался как будто на другой конец автосортировки, но я боюсь, что он отсортирует неправильно мне. Ну, потом попробую. Я же хочу по логике отсортировать, чтобы одно лежало тут, одно тут, другое тут. Так, что тут еще интересного у нас? Бочка у нас. Будешь драться или смотреть? О, ривский херес. Это за счет заведения. Хорошо. Теперь можно и вот к этому парню, я думаю, сходить. Ну, хотя нет, к трактирщику сначала. О, как он решил оббежать ее. Чего тебе здесь надо? Пиво. Таких, как ты, здесь не привечают. Я хотел пива. Закончилось все.
Ладно. Сейчас посмотрим, что у меня есть. Спасибо тебе, добрый человек. Я пока еще не дрался. Допивай давай. Мы закрываемся. Капец. Трактирщик, еще раз такое сделаешь, и я разозлюсь. Мы же этого не хотим, правда? Нет. Вот и хорошо. Такой Шрек. Я разберусь со своими делами, и ты меня больше не увидишь. Чем могу помочь? Почему здесь так мрачно? Разве я тебя знаю? Я не веду бесед с чужаками. Даже за 5 оренов не ведешь. За 5 аренов я с самим королем Фольтестом поболтаю. Да пошел Прощай, ты. мне пора в дорогу. Не очень-то и хотелось с тобой разговаривать. Вот этот парень, наверное, более приятный собеседник. Похоже, тебе не везет в любви, Милздарь. Но держу пари, тебе повезет в игре в кости. Че это не везет в любви-то мне? Я кое-что смыслю. Милздарь, уверяю тебя, я не собираюсь жульничать и держать тебя за дурака. Обещаю исключительно честную игру. В таком случае, почему никто больше с тобой не играет? Почему именно я? Риск — это то, чем ты зарабатываешь на хлеб. Это очевидно. Для меня честь поиграть с тобой. С меня нечего взять. Кошелек у меня пуст, как кузнечные меха. С этими гречкосеями тут и так, только на качан капусты играть можно. Раньше со мной играл один охотник. Достойный был соперник. Но давно уже его не видно. Естественно. Ты его ободрал как липку, так что здесь нечему удивляться. Честно говоря, он сам установил такие высокие ставки. Но фортуна с самого начала была не на его стороне. Как-то так Ведьмака встречали в Узиме много лет назад. Без крови в той таверне не обошлось, да. Гвинта здесь еще нет, да? Озвучка классная. А что это был за охотник? Боже, этот парень явно не жаловался на недостаток любви. Никогда еще не видел, чтобы человеку настолько не везло. Он проиграл немало аренов. В таком случае будь осторожнее. Он может вернуться за своим золотом, как только покончит с любовью. Не думаю, Милздарь. За версту было видно, что он мод. Наверняка исчез из-за долгов. Забавно они тут установили такую линию, то есть либо тебе везет в любви, либо тебе везет в игре. А чего-то среднего не дано просто. И неплохо ты зарабатываешь с этими костями? Зависит исключительно от того, с кем играть, Милздарь. В Изиме ставки намного выше. А где в Изиме можно найти с кем поиграть? Если денег много, то в Новом Наракорте. Еще можно зайти в Подкудлатым Мишкой, если смелости хватит. Вроде в книге была эта таверна под кулатым мишкой. До встречи, мне пора идти. Ну все. Я тебе морду разобью. Скукотища. Ну-ну, Ой, что, я один такой же, что ли? Здесь что, проходит какой-то турнир? Да, мы избиваем друг друга до полусмерти за деньги. Звучит весьма увлекательно. Если хочешь, чтобы толстый Фред тебе настучал по физиономии, покажи деньги. Сколько? 25 аренов. Капец, что они одинаковые-то с трактирщиком? Совершенно. Шреки проклятые. Расскажи мне об этом турнире поподробнее. Правила простые. Все дерутся друг с другом и бьют друг друга по морде. Классно. Ты выиграл. Мне нравится. Давай. 25 аренов. Я буду участвовать. Так. Блок нажатием правой кнопкой мыши. Никакого вызова? Я тебя убью, ублюдок. А! Что-то блок-то не очень действенный. Никакого вызова?
Пришла твоя Страсть, смерть. как хочется врезать кому-нибудь. Никакого вызова? Мне кажется, я сейчас отъеду. Но нет. О-хо-хо. Красиво. Некоторым не везет и там, и там. Ладно, ты выиграл. И что я получаю? Выбирай. Водку и закуску. Кольцо. Что за кольцо? Кольцо. Давай кольцо. Мне оно все равно никогда не нравилось. О, ХП восстанавливается. Страсть, как хочется врезать кому-нибудь. О, еще и левел-ап. Кольцо-то с бриллиантом. Пока поношу его. Четко двоечку прописал. Скукотища. А можно еще раз, что ли? Мы больше не будем с тобой драться, ты жульничаешь. Сундук. Тимерская ржаная водка. О, основа для эликсиров. Медовые соты. Никакого вызова? Прекрасно. Драться хочешь, а деньги есть? На все может быть. Ладно. Вот так вот. Не пойдет. В смысле не пойдет? Драться. А если так? Не пойдет. Драться. Ну, он, наверное, только за 5 согласится. А, Кто не рискует, за тот не десяточку. выигрывает, как говорят. Посмотрим. Фред квестовый. Ну, попади! Что это? Ну, вот эти прикольные анимации вот, мне тоже нравятся. Такой воздушные поцелуи. Опять проиграл. Этого можно было ожидать. Вот твои деньги. Вот твои деньги. Кулачный боец, кулачный боец, кулачный боец. Хочешь в драку, чужак? Мы деремся за деньги. А вот за столько будешь? Я тебе задницы надеру, да еще и заработаю на этом. Посмотрим. Ах, как ты стукнул тут. Твоя мамаша сосет у краснолюда. Ничего себе. Я тебе морду разобью. Мы тут драться же с тобой хотим, а не оскорблять друг друга. Кому бы тут заехать как следует? Странно. Они мне наносят куда больше урона. Попади! Не, лечиться же нельзя, по идее. А чё я по нему не попадаю-то? Я тебе морду разобью. Вау. Да давай уже, все. Заехать как следует. А, это у него, наверное, полоска ХП снизу же, да?
Проиграл кучу денег, фраер. Я не понимаю, как тут драться на самом деле. Никакого вызова? Как блокировать это как-то странно. Ну ладно. Тут заехать как следует. О! Это Шани меня вылечила? Спасибо. Страсть, как хочется врезать кому-нибудь. А можно еще? Толкается. Еще. Пока. Так, ну ладно, наверное, можно идти уже отсюда. А, помедитировать. Так просто не помедитируешь. А комнату-то можно снять у тебя? О, петух. Чем могу помочь? Я хочу отдохнуть. Комната есть? Да. Для тебя 5 аренов. Я передумал. Не двигаться. Ну, попади. Ой, ну опять сейчас вот это все. Так и все-таки ловкость надо качать. О, отбивание стрел. Вот это классно. Доступ ко всем приемам рукопашного боя. Да, вот есть тут тоже. И эликсир сварить надо. А я же, наверное, его не смогу так прям сварить-то. У меня вроде там чего-то не хватало. Иммунитет к ядам. Необходим серебряный талант. Ну, это я пока не вижу смысла вот в этом вот всем. Отражение удара плюс 10. Разблокирует зарядку во время боя. Какая зарядка? Непонятно. Ну, вот это, наверное, возьму. Отражение удара. Что у нас в интеллекте есть? Мощность знаков. Ну, давайте повысим. Узнавать и собирать травы. Не обязательно встречных в игре. Готавливать масла. Но это я пока не вижу в этом смысла большого для себя. Иммунитет к ядам. Может взять? Давай ловкость тогда возьмем. Атака, уклонение, иммунитеты. Даже 2 ловкости тогда. Сбивание стрел — это здорово, но... Не знаю, может знаки попрокачивать тоже. Ну хотя... Более мощная атака, а. Понятно. Вот они меня, наверное, и стукали вот этой вот зарядкой. Давай попробую взять вот отражение удара, потому что я его взял вот где-то здесь уже в силе. То есть и тут плюс 10, тут плюс 10. И вроде бы неплохо получается в сумме. Жир в смазке перегонять. Кстати, вот это прикольно. А может его и взять тогда? Ну, давай. Так, и... А я не могу сварить. Не хватает мне квибрита и ребриса. Так, давай подольше. Уже скоро рассвет, кстати. 4 часа, наверное, хватит. Страсть, как хочется врезать кому-нибудь. Да, хоть и... О, Шани тут. О, народа больше стало, кстати.
Антиквар какой-то появился. Трактирщик тут уже он. Вот это я не заметил. Как сложно подойти к корзине, а? Надо лишний кремень продать куда-нибудь будет. Мне просто не хочется из этой таверны вылазить на самом деле. Так. Ну, пока непонятно, как это делается. Наверное, тоже во время медитации жир перегонять. О, ну тут как-то стало поприличнее на улице. Дом Эбигейл, склеп. Так, ладно. Что там по заданиям? Надо бы что-то... Преподобный. Контракт на гулей. Гули у нас наверняка где-то в склепе найдутся. Утопцы где-то у водоемов. А эти песы, наверное, повсюду. Так, Эбигейл. Храм Вечного Огня. Храм Вечного Огня еще не знаю где. Нужно найти противника посильнее. Ха. Ну все, я пойду в склеп тогда. А выйти я смогу отсюда? Бронзовых талантов не паришься, их в процессе игры, скорее всего, все возьмешь. А, ну хорошо. Но все равно какой-то надо брать сначала, какой-то попозже там. Так, травник у нас тут. О, кузнец. Приветствую. Приветствую. Да, я краснолюд. Нет, я не поддерживаю скуятаэлей. Ни открыто, ни тайно. Да, я исправно плачу налоги и взятки. Постоянно. Сегодня в том числе. Успокойся, я всего лишь хотел поговорить. Успокоюсь я в могиле. И если все пойдет хорошо, то уже через пару дней или недель. Я постараюсь прийти на... Лол, чё так на позитивно? казнь тоже приходи. Меня как-то заставили присутствовать на повешении нелюдя. Веселье, полные штаны. Я уже понял, что нелюди здесь не жалуют. Как и повсюду в северных королевствах. Один чиновник в Изиме недавно получил награду за вклад в развитие экономики. Изобрел виселицу для краснолюдов. И при чем здесь развитие экономики? А ни при чем. Но ты только подумай, какая экономия, если производить их сотнями. Сэкономленное дерево можно пустить на производство других товаров. Например, детских деревянных мечей. Можно один вопрос? Да? Почему местные преследуют нелюдей? А почему хрен суют в дырку? Потому что это естественно. Люди всегда недолюбливали краснолюдов и эльфов. И не мое дело, почему именно. Не понимаю. В таком случае думай над этим в одиночестве. Или обсуди этот вопрос с этим ублюдком Броггом. А я о таких вещах с чужаками не разговариваю. Это понятно. Да? Ну, мы, конечно, знаем, кто такие скоятаэли, но так как Геральт потерял память... Кто такие скоятаэли? Вы бы назвали их смутьянами или подстрекателями. Они борются за право нелюдей. Скоятаэль — эльфийское слово. На вашем языке означает «белка». А зовутся так, потому что носят беличьи хвосты на шапках. А тут в округе белки водятся? Ты пытаешься подловить меня, или ты просто такой любопытный? Чё-то не пойму. В любом случае от меня ты ответа не дождешься. В таком случае сменим тему. Да? Я хочу поговорить об оружии. Я не специалист по оружию, хотя умею ковать мечи. Принеси мне руду 3 типов, и я скую тебе отличный стальной меч. Это интересно. Я поищу руду. И еще кое-что. За 35 аренов ты получишь вот эту отличную оружейную смазку.
Она мало где продается. Вернее сказать, она мало где продается законно. Но мне очень нужны деньги. Гримдон. Ну, я его видел раньше. Но все остается по-прежнему. Его в планах у нас нет. Эта смазка удаляет ржавчину и повышает качество оружия. В ее состав входит свиной жир и некоторые другие ингредиенты. Слушай меня внимательно. Оставаться начеку. Слушать? Как ты точишь меч? А, ну вот она. Вызывает парализующую боль у раненого противника. Мне надо работать. Ты какой, а? Все спятили. Так, ворота пооткрывали. Держись подальше от склепа. Он кишит чудовищами. Я как раз туда и собрался. Проклятие, в горле пересохло. О, наконец-то открытый мир. Я аж сохранюсь. Тяжело на службе. О, из Бакет, привет снова. Приятно слышать, что вы собираетесь смотреть в записи. Ну, я, пожалуй, правда. Хотя тут дом Эбигейл по пути. Схожу к ней. Пустующие дома. А есть тут что интересное? Запертая дверь. Заперта. Логично. Часовня Великого Огня. Нормально тут. В паре шагов, значит, от постоялого двора. Деревня. А в деревне трупы. Склеп без факела или кошки не иди. Все равно не увидишь ничего. Ну ладно. Ну, к Эбигейл просто схожу. Ой, тут что за путешественник тут? Главный королевский ловчий. Какая-то нам что даст? Панель использования. А, можно положить сюда что-то, да? Что-то особенное, видимо, нужно сюда. Это непростительно. Что такое? Из-за проклятой чумы наши обозы встали у стен Вызимы. Такие атмосферные домики. Ну, я, конечно же, хочу это все залутать. Вода. А что не стакуются-то? С тыквами все плохо. Сюда зайти нельзя. Можно сюда. Да, скоро уже начнется забитый инвентарь, похоже. Рассказ, где огнепоклонники появились, правда, Пельгангера в Новиграде. Наверное, не устану перечитывать. Да, это классный рассказ. Такой веселый и хороший. Игнием подсвечивал.
Боул внезапно флешбеки словил. Мой живот! Как же больно! Проклятая ведьма! Мой живот! Как же больно! Проклятая Причем ничего сделать нельзя. О, Эбигейл. Ну, кстати, выглядит вполне симпатично. Сразу же полезу в корзину для белья, конечно же. Красная шаль. Подарите какой-нибудь даме. Первым делом залутаю, а потом уже говорить будем. Основа для бомб. Селитра. Введение в магию. Интересные у тебя штуки тут. Ведьмак? Добро пожаловать. Что с ним произошло? Он сам виноват? Многие приходят сюда в надежде, что я исполню их жалкие фантазии. Меня принимают за шлюху, а я ведьма. Я это запомню. Не бойся, ведьмак, я не настолько плохая. А тот негодяй скоро поправится. Это все, что ты мне хочешь сказать? Чего ты хочешь? А, вот. Покажи свой товар. Отдохнуть мне нужно у тебя. Я прочел твое объявление. Отлично. Ты достал черепа баргестов? Пока нет. В таком случае поторопись. Поторопись. Чего ты хочешь? Можно я кое-что спрошу? Спрашивай. Последний... Можно почти вырезать от мирного населения. Круто. Может твоя магия победить псов-призраков? Что у них с волосами? А меча что, недостаточно? Я слыхала, что у ведьмаков 2 меча: стальной для людей и серебряный для чудовищ. Оба для чудовищ. К сожалению, серебряного у меня нет. Я знаю одно зелье. Если покрыть им лезвие, будешь наносить ужасные раны даже призракам. Но зелье стоит 30 оренов. Нет у меня столько... Поехавший Геральт, понявший, что люди худшие монстры. Новые озвучки. Это, то есть, в рамках одной и той же аудиокниги разные чтецы? Протанк, привет. Может, в другой раз. Чего ты хочешь? Чего ты хочешь? Ну, это все, конечно, интересно, но я вообще не заинтересован покупать, чтобы это ни было сейчас у тебя. Ну, в принципе, продавать-то это все ценное же. Ладно. Пока ничего не буду продавать. Надо, в общем, с этим будет разобраться совсем. Фигурка человека. Интересно, для чего она? Вуду. Подобие чего здесь? Поклеивоска. Зачем это ведьме? Она вот с помощью него и мучает, я полагаю, этого парня. А, черт, я остановлю ведьмака. Так, ну, видимо, надо к преподобному топать-таки. Раз в склеп мне говорят, не ходи. Похоже, чума нанесла здесь сильный удар. Королевский ловчий, может, чего скажет интересного еще. Приветствую вас, ведьмак. Я местный ловчий. Приветствую вас. Удивлены, что я вас знаю? Нет? Ну и ладно. Чего вы хотите? Прокачка. Прокачка не меняется. Я ищу работу для ведьмака. Я сам собирался этим заняться, но раз уж ты здесь... Вроде бы на берегу озера хороший наборчик чудище, что пожирает мужиков, которые не поспевают засветло домой.
В гробнице, кажется, завелся гуль. Я посмотрю. Но вначале скажи, сколько я за это получу. Вы, ведьмаки, ничего бесплатно не делаете. Убей чудище, принеси мне доказательства, и я тебя щедро вознагражу. Так, чудище на берегу. Понятно. Надо выяснить больше информации. Больше про чудище на берегу озера. Только то, что оно охотится по ночам и убивает людей. Лаконично. Как выглядит создание из гробницы? Может, это обычный гуль, но кто его знает? Сам увидишь. А сколько вы берете за утопца? Это профессиональный секрет. Профессия у нас одна. Похоже на то. Так сколько? По-разному бывает, но в среднем 80 аренов. Я так и знал. Знал, что тут что-то не так с ценой. Успокойся. Мир идет вперед, все дорожает. Только устаревшие ведьмаки работают за гроши. И они еще меня называют паршивым выродком. Как потопаешь, так и полопаешь. Что? Ничего, ничего. Прощай. Такой лол. И он тут один жарит свинюшку? Да. Так, я, наверное... Деревня. Наверное, вот это все лутать не буду. Тут вроде как ничего интересного. Мой ответ — нет. Поди прочь. Мой ответ — нет. А, ну-ка, что они тут? Ничего интересного. Пойду поболтаю с этим. Его святейшим, или как его там. Надо... С преподобным, да. И будем закругляться уже. Да как отслеживать-то тебя? Показать на карте. Все. Крестьянка, старая крестьянка. Смотри, чтоб тебя не убили, беловолосый. Хороший совет, спасибо. О, милиция. Некоторым крестьянкам можно подкатить. Эти диалоги. А не за что. Не за что, Баул. О, что-то происходит. Ой, нет, у него виллы. Стоять, то есть, А кто ты такой? Ведьмак, как видишь. Мы из местной милиции. Следим здесь за порядком. На меня в таком случае внимания не обращайте. У него виллы! Своей дорогой. О, правильно, Геральт, правильно. Чтоб ты был здоров. У меня иммунитет. Ничего не знаю ни о каком там иммунитете. Сказано проверить. Классные Значит, штанишки. надо проверить. Ну и как? Прошел я проверку. Выглядишь мерзко, но по крайней мере вполне здоров. Проходи. Счастливо оставаться. Выглядишь мерзко, но вполне здоров. А что это? Какой ты огромный и страшный. А почему ты зеленый? Ну, в смысле? Название зеленое у тебя, мальчик. Как бы мне тут заработать? О, преподобный. Нашел тебя. Сгинь, О, какой! да поглотит тебя вечный огонь, дьявольское отродье! Отличная встреча. Успокойся, священник. Я только хочу поговорить с тобой. Не о чем нам говорить. Есть о чем. Я ищу Саламандр. Я слышал, что они приходят сюда. Они перебьют нас из-за тебя! Сгинь! Я могу быть очень благодарным. Что у тебя на уме? Я слыхал, что вас беспокоит зверь. Какое тебе до этого дело? Я ведьмак. Я могу помочь вам. Недавно сюда уже приходил ведьмак. Звали его Беренгар. Он обещал нам сразить зверя,
но сбежал, сверкая пятками, как только услышал его вой. В это мне трудно поверить. В любом случае, я не Беренгар. Если хочешь заслужить мое доверие, принеси свет вечного огня людям и рассей тьму. Вокруг нашей деревни ты найдешь 5 часовен. Я надеюсь, ты не думаешь, что огонь отпугнет зверя. Это нечто большее, чем большой волк или одичавший пес. Вечный огонь, богохульник! Он наверняка отгонит зверей, ибо сказано было, что хотя душа его будет в потемках, а вид его будет ужасен, не суди его скоро, ибо он принесет пламя надежды в ночь. И еще сказано, вы будете в безопасности только в свете вечного огня. Хорошо, но это будет стоить тебе 100 оренов. Да будет так, но помни, вечный огонь должен загореться в ночи во всех 5 часовнях, иначе все будет потеряно. Ладно, зажечь, значит. Сохранись, если пойдешь зажигать свечи. Ладно. Ну, я, наверное, сейчас с ним поговорю и будем заканчивать уже. Просто зажечь, да? Просто зажечь. Ты жрец вечного огня? Да, о язычник! О язычник! Лишь вечный огонь может спасти нас от белого хлада. Ты и подобные тебе погибнут в грядущей пурге. Спасибо за твой оптимизм. Погибнут в пурге, а? Так гласит пророчество Итлины, эльфийской ведьмы. Но вечный огонь сохранит нас. Даже так? Старый мир погибнет, но лишь чтобы вновь возродиться из зерна, кое не прорастет, но возгорится пламенем. Кажется, ты сам себе противоречишь. Ты издеваешься надо мной, ведьмак? Тогда ответь мне, кто дал тебе право вмешиваться в дела людей? Тебе, мутанту, лишенному живого человеческого чувства? Отвечай, кто? Вечный огонь вне всяких сомнений. Wow. Возвращайся в потемки своей жизни, язычник. Еще одна вещь. Говори быстро! Говорят, церковь Вечного Огня платит за утопцев. Если предоставишь доказательства, что ты их убил. Я вернусь с доказательствами. Поспеши. Ну, блин, я не хочу с ним говорить снова еще. Мне в любом случае надо будет вернуться к нему. Интересно. И поговорить уже там по поводу. Кстати, если вертеть камерой, прикольно тень падает на ведьмачий медальон сверху. Промышляет эльфийскими украшениями. Слева. Я у него юбку покупала, правда, пришлось с нее кровь смывать. Да, короче, да, придется с ним еще раз поговорить в любом случае, да, и насчет остального побеседуем. Вот, ну а пока, да, будем заканчивать. Баул, тебе тоже спасибо за внимание, как и всем вам. Приятно было с вами поиграть в Ведьмака. Ну, действительно такая ламповая игра, уютная, атмосферная. Управление, в принципе, ну, не такое уж ужасное, насколько я предполагал. С прокачкой пока все не так уж плохо, вроде что-то получается даже. Пока еще не сильно страдаю, но я думаю, основные страдания... О, какой дедуля. Еще впереди. Следующий стрим, наверное, будет после 7-го уже, когда выйдет наконец-то этот фильм. На полвека поэзии позже. Пообсуждаем его. Вот. Ну, ладно, все. Вроде бы все сказал. Еще раз вам всем спасибо за ваше внимание. Это был канал Благородных Сэров, Сэр Холмс, Ведьмак. Пока-пока.